Ребят, всем привет, с вами Макс, канал Red Group. Рад вас приветствовать в новом ролике на нашем канале. И это новый большой курс, полный курс, можно сказать фундаментальный курс, разные названия можете применять, по вашему любимому Redux. Redux Toolkit плюс RTK Query. В этом шикарном курсе мы с вами разберем, как и Redux, как и посмотрим, как раньше выглядел Redux, да, для новичков, которые не понимают, почему Redux раньше был таким сложным. Собственно, Redux Toolkit разберем RTK Query, разберем на реальных примерах. Вот, опять же напомню, что полную практику вы можете посмотреть на сайтах в интенсивах, да, здесь мы все-таки вот именно вот эта рубрика полные курсы, и тут, наверное, больше будет теории, чем практики, потому что, я буду показывать на реальных примерах, да, но при этом это полный курс, то есть это как бы то, что вам нужно, это та база, которая вам нужна для практики, скажем так, вот. К сожалению, поместить сюда еще полноценную практику по разработке проекта не получится, да, потому что иначе ролик получится на 10 часов. У меня для этого есть отдельные интенсивы на сайте, да, либо есть на нашем канале на большие проекты, которые выходят там, я стараюсь раз в месяц, чтобы они выходили, но бывает реже. Вот, это типа Amazon 2.0, там, Rutube 2.0 и так далее. Короче, ребят, кто не смотрел предыдущий ролик, да, он мало набрал просмотров, я нахожусь сейчас в Малайзии, новый вид за окном, и я решил попробовать заснять, как мы это делали с вами в Турции. В Турции я смог запечатлеть рассвет, и здесь попробуем сделать то же самое. Тут такой шикарный вид, 38 этаж, да, и, это для тех, кто не смотрел предыдущий ролик, да, где я рассказывал, где я сейчас нахожусь, вот. И, соответственно, я вот начинаю записывать в 7 утра сейчас, пока понастроил весь свет и так далее. Короче, все подробности в телеге, вот, там много чего интересного, посмотрите и так далее. Я там делюсь также шрифтом новым в VS Code, кому интересно, заходите в телеграм-канал. Вот, короче, сзади меня, по идее, по истечении этого ролика будет происходить рассвет, собственно, да, мне кажется, вот картинка шикарная, надеюсь, я в фокусе, меня хорошо видно. Окей, ребят, давайте теперь начинать. Итак, ребят, для чего используется Redux в целом? Давайте поговорим вообще, что такое Redux и для чего он используется. Redux — это библиотека для управления состоянием приложения, да, если так говорить. Какой пример можно привести? На самом деле, примеров их просто миллионы, да, самый такой банальный пример, который все используют, собственно, один из банальнейших примеров — это корзина. То есть у нас есть, допустим, интернет-магазин, в котором есть корзина, да, то есть вот только вы сможете добавлять товары какие-то, оформлять заказ и так далее. Так вот, нам эту корзину, да, вот простыми словами объясняю, нужно где-то хранить. То есть мы не можем просто так, скажем так, я не знаю, чтобы у нас, я даже не знаю, как объяснить по-другому, да, потому что корзина должна где-то храниться. То есть иначе, да, мы можем взять там HTML-верстку, условно, да, но мы не сможем управлять этим состоянием. Это будет неудобно, как бы некомфортно и так далее. А нам нужно, допустим, на разных этапах приложения, да, проверять нашу корзину. К примеру, мы хотим в шапке вывести количество элементов в корзине, мы хотим в шапке вывести всплывающую корзину, вывести туда все элементы. К примеру, мы хотим на странице корзины, на отдельной странице также вывести список всех товаров в корзине. К примеру, мы хотим также еще на этапе оформления заказа все элементы корзины положить в заказ, отправить их на сервер и так далее. И вот все эти этапы, они должны управляться глобальным состоянием, потому что если мы будем делать состояние, которое мы разбирали в полном курсе по React, да, то есть если мы будем делать useState, смотрите, этот курс, он будет для тех, кто уже React знает, да, это логичная история, потому что я не буду сейчас прям вдаваться в глубочайшую подробность, потому что мы это разбирали в полном курсе по React на канале. Сначала его лучше посмотреть, вот и приходить сюда. Еще раз повторяю, нам нужно глобальное состояние, то есть если мы будем это делать с локальным состоянием, да, с состоянием самого компонента типа useState, как мы раньше, да, разбирали это, то, либо даже тот же самый контекст, конечно, получше, но тем не менее. Берем локальное состояние useState, да, и нам каждый раз приходится через пропс его прокидывать. То есть мы, скорее всего, создадим где-то на верхнем уровне useState, да, с нашей корзины, и потом постоянно его будем прокидывать. Вот, что это значит, собственно? Это значит то, что это неудобно, да, максимально, потому что, у нас сложность может быть миллиардная, может быть слоев миллионы, и как бы вот это все прокидывать это неудобно. Поэтому появился Redux, это глобальное состояние, вы в одном месте его прописали, и он вам доступен вообще абсолютно с любого места приложения. Откуда захотите, там, хоть с шапки, хоть со страницы оформления заказа, хоть откуда угодно, он всегда вам будет прекрасно доступен. Вот. По поводу примера, это можно сравнить, наверное, частично с React контекстом, да, который мы также разбирали в своем предыдущем ролике. Чтобы вам было более понятно, да, то есть по факту то же самое, что контекст, но с более широким функционалом. Мы с вами сегодня его разберем, собственно, я расскажу, как им пользоваться и так далее. Сейчас мы еще также поговорим, чем отличается RTK Query от Redux, да, и почему его нужно использовать в некоторых ситуациях. Ребят, показываю вам на экране сейчас, каким был раньше Redux. Раньше Redux был невероятно сложным, нам приходилось создавать отдельные константы, вот такие константы, да, нужно было создавать отдельно. А потом, для чего эти константы? Для того, чтобы мы четко знали тип экшена, который мы прокидываем. Экшен — это действие, да, мы с вами еще дальше разберемся, я сейчас не буду углубляться, мы дальше сейчас разберем на практике. Просто важно понять, как выглядел раньше Redux. То есть мы с вами берем вот какой-то тип, да, константа, потому что мы, чтобы строка не могла меняться, да, нужно задать константу. Дальше мы прокидываем ее в тип, дальше text ID, да, к примеру, там, и это будет нашим экшеном являться. Вот, дальше с помощью этого экшена мы можем, собственно, обрабатывать редюсер, да, редюсер, он позволяет изменять состояние нашего приложения при вызове какого-то экшен, то есть мы там дергаем условно экшен, дергаем вот add to do, тем самым у вас происходят какие-то изменения в вашем редаксе, да, и раньше еще не было мутабельности, да, то есть у вас, мы еще к ней также вернемся чуть позже, вам приходилось раньше всегда что-то возвращать, вы должны были вернуть всегда массив, вернуть всегда объект и так далее, то есть у вас не могло быть такой ситуации, что вы там делаете, изменяете состояние, да, то есть вы не могли
могли там state там user равно user. Вы так не могли сделать, вам нужно было просто вернуть юзера, скажем так. Вот такая штука была раньше. Это я открыл страничку по миграции на Modern Redux. И как выглядит это все сейчас. То есть мы видим с вами слайсы, да, очень все удобно, указано сразу наименование нашего слайса, да, как он будет храниться в нашем сторе в общем. Состояние по умолчанию. Дальше берем редюсеры, вот, указан полноценный редюсер, это обычная функция, которая принятся PLO, да, входные данные какие-то. И вот, как видите, про что я вам говорил, да, мутабельность, вот. Мы меняем текущее состояние, мы не возвращаем ничего, мы просто пушим в него новый элемент, вот и все. Пушим новую тудушку. А здесь, допустим, мы делаем тогл, да, то есть completed либо не completed. И в конце он нам уже отдает готовые экшены. То есть мы просто уже экспортируем готовые экшены. Мы описали здесь редюсеры, а экшен он нам сам отдал готовый. То есть нам не нужны никакие констанции, да, никакие экшены и так далее, это нам делать больше не нужно. Так что вот такая, ребят, история. Ну и там дальше есть другие примеры, поэтому Redux стал в разы проще. Вот если посмотреть на Redux 2 года назад, может быть 3 года назад, да, вы просто офигеете, особенно новички. Поэтому, ребят, вот те, которые только пришли в сферу, ну, не относительно недавно и не знаете, что такое старый Redux, ребят, просто кайфуйте, просто наслаждайтесь, потому что это прям шикарная пора, чтобы изучить Redux Toolkit. Он сейчас невероятно прост и легок, и вообще прям кайф, на самом деле, да, то есть то, что было раньше, ребят, это не сравнится с тем, что сейчас. Сейчас в разы удобнее, в разы комфортнее. Так что кайфуйте, ребят. Давайте разберем, ребят, в чем различие, собственно, Redux и RTK Query. Собственно, начнем, наверное, с RTK Query, да? Что такое RTK Query? Это часть Redux Toolkit, который представляет решение для обработки запроса на сервер, кэширования и управления состоянием серверных данных, да? Это я прочитал, скажем так, с документации, ну, практически, да, это накидал, короче, себе конспект небольшой. Вот. Что это значит, да, в переводе на обычный человеческий язык? Смотрите, Redux Toolkit, ну, по факту RTK Query уже входит в Redux Toolkit, важно понимать, да? И поэтому там, где вы используете Redux Toolkit, да, наверное, плохо не использовать RTK Query, да, потому что тянуть туда React Query, хотя я сам так иногда делал, мне просто React Query нравится больше, он не такой сырой и так далее. Кстати, ребят, если наберем с вами, сколько, давайте наберем 1500 лайков, я сниму полный курс по React Query. Многие также будут ждать, я думаю, его, поэтому, ребят, 1500 лайков, я снимаю курс по React Query. Так вот, касаемо Redux Toolkit, да, что он позволяет делать? Смотрите, в Redux Toolkit вы можете, в принципе, также работать с серверным состоянием. Что я имею в виду? То есть, допустим, получили данные сервера, допустим, получили там, не знаю, юзера какого-то, получили авторизацию, получили там товары и так далее, и мы их сохраняем в состоянии. Окей, сохранили. Как мы это будем делать в текущем Redux Toolkit? Мы используем create async санки и так далее. Да, мы создаем полноценные свои асинхронные экшены, которые будем подергивать в те или иные состояния, и, собственно, ими будем пользоваться. В конце ролика, ну, ближе к концу ролика, я имею в виду, когда мы перейдем к RTK Query, я еще сравню create async санк и RTK Query, поэтому у нас еще будет сравнение, да, и вы узнаете, что лучше, что хуже. Ну, вкратце, что я могу сказать на данный момент, да, то есть RTK Query позволяет вам избежать большого количества написания кода, скажем так, да, он дает готовые хуки для того, чтобы вы могли делать запросы к серверу. То есть, условно, не знаю, там, у вас будет готовый хук, там, use get products. Вы его используете, у вас уже будет состояние лоудинга, состояние будет загрузки, состояние будет ошибки, состояние будет успеха и так далее. Вот. Чтобы такое реализовать в обычном Redux, вам нужно отдельно создать состояние, вот эти все перемены отдельно создать, потом их вручную менять и так далее, и это неудобно. Вот. Поэтому, ну и, собственно, да, я еще вот, когда объяснял вам, что делать вообще RTK Query, там также есть кэширование, да, к примеру, есть также автообновление. То есть этого всего нет в Redux, на самом деле. Поэтому, чтобы вам было проще разобраться, вот новичкам, да, все, что вам нужно понимать, в каких случаях использовать Redux, в каких RTK Query. Они на самом деле друг друга никак не заменяют абсолютно, ну практически, да, в адекватных случаях. Как я это использую? Redux Toolkit, вот обычный Redux Toolkit я использую для клиентского состояния, то есть когда мне нужно, допустим, контролировать авторизацию, когда мне нужно, допустим, ту же самую корзину, да, контролировать, когда мне нужно, я не знаю, какой пример еще, ну, избранное, конечно, тоже обычно с сервером связано. Короче, больше примеров мне не пришло в голову. Допустим, фильтрация, да, та же самая фильтрация. Хотя, опять же, фильтрацию я бы сделал через RTK Query. Короче, уже мало юзкейсов, которые на самом деле выполняются простым Redux Toolkit, скажем так. Ну, потому что вы даже фильтрацию и сортировку можете сделать через RTK Query без каких-либо проблем, и в конце ролика этим займемся. Поэтому, ну, на самом деле, тут достаточно интересно, и я даже не знаю, что вам еще сказать. В комментах напишите юзкейсы, которые вы видите, допустим. Ну, короче, если вы делаете большое какое-то банковское приложение, условно, да, где много клиентского состояния, то, возможно, там он пригодится вам. Хотя, опять же, ну, такое соу-соу, скажем так. Вот. Если говорить касаемо про RTK Query, где он может применяться? Да, практически везде. То есть это как React Query, он может применяться везде. То есть это и получение товаров, это их фильтрация, это их сортировка, это также работа с авторизацией, да. Правда, в RTK Query это делать сложнее, чем в React Query, но тем не менее. Вы можете работать с авторизацией, вы можете работать с тем же самым избранным, да, по факту с помощью мутации добавлять в избранное на сервер и так далее. И потом, когда добавили в избранное, вы можете переобновлять состояние подгруженного кэша. Ну, короче, юзкейсов очень много. То есть как
будто, ну, постепенно RTK Query вымещает Redux Toolkit. Ну, так нельзя, конечно, говорить, это грубо я сейчас говорю, но я имею в виду вот такие библиотеки, типа там React Query также, как будто они вымещают. Ну, вы сами видите по моим роликам, что я редко использую сам Redux Toolkit, потому что по факту, ну, реально мало где его можно заюзать. Не знаю, типа делать какие-нибудь ванильные там слабенькие проекты, типа, я имею в виду, ну, ванильное слово неправильно сказал, да, но я имею в виду там туду листы простенькие и так далее, там, наверное, можно где-то заюзать. Ну, а так, короче, ладно, мы сегодня с вами об этом разберемся, поговорим в любом случае, вам станет чуть более понятна картина. И финальный, ребят, момент из теории, и переходим уже к практике. Это почему я в большинстве проектов использую React Query без Redux Toolkit. Все очень просто, ребят. Вот то, что я вам только что рассказал, все это то же самое применяется к React Query. Только React Query, он еще мощнее, чем RTK Query. У него больше функциональности, он более типизирован, он не такой сырой, да, в отличие от RTK Query. Ну, вы, допустим, знаете, что можете посмотреть? Смотрите, если хотите идеальную практику RTK Query, вы можете, к примеру, посмотреть, у нас ролик на канале был RTube 2.0. Вот там я делал RTK Query, там прям много его юзал, и там будет интересно, на самом деле. Там мы, вот, вы посмотрите реальные use cases, где это применяется. Поэтому, ребят, как-то так, давайте перейдем к установке React приложения и будем уже идти дальше. Итак, я создам папочку, ребят. Папка будет называться у нас, это у нас будет Redux курс. Напомню, ребят, полностью всю эту папку со всеми исходниками и так далее сможете скачать в нашем хранилище, доступно по подписке, по общей подписке образовательной на нашем сайте. 2000 рублей стоит подписка, и там огромное количество интенсивов получаете, в том числе исходники к каждому ролику на нашем канале, в том числе нереальная поддержка в нашем веб-чате. Короче, полный кайф. Вы станете просто невероятно крутым разработчиком. Короче, всем рекомендую, ссылка в описании. Так, давайте мы, собственно, очистим. Перейдем в эту папочку тогда. Так, и что мы дальше будем делать, ребят, с вами? Установим React приложение. Да, для этого будем через вид ставить. Вид, create. Так, yarn, create, вид. Будем, ребят, сначала без TypeScript, потому что все-таки Redux могут смотреть еще те ребята, кто не знает TypeScript, а в конце мы это все типизируем, поэтому не переживайте. Погнали. Так, создаем вид. Значит, проект будет называться у нас, как я и сказал уже, Redux курс. Отлично. Мы будем использовать с вами обычный React, обычный JavaScript, и все отлично создалось. Открываем VS Code, код Redux курс. Так, я сделал покрупнее, надеюсь, вам будет все прекрасно видно. Так, это пока у нас обычное React приложение, мы здесь еще разбирать не будем, по понятным причинам, потому что мы это разбирали в полном курсе. Давайте, собственно, с вами инициализируем Redux, но при этом мы сначала, я вам покажу темы, иконку и тему, да, многие будут спрашивать. Значит, тема называется Caution Them, вот. Касаемо иконок, будут, опять же, многие спрашивать, называется Moxer Icons, вот. И касаемо шрифта, ребят, в Телеграме я все описал, там сложная процедура с установкой шрифта, там нужно еще настройки определенные. В Телеграме я специально выложил огромный пост, поделился с вами, абсолютно бесплатно, требуется лишь подписка на Телеграм-канал, залетайте, смотрите и так далее, кайфуйте от шрифта, шрифт будет невероятно красивым и приятным. Окей, теперь давайте мы с вами перейдем в официальную документацию, покажу, как это все здесь устанавливается. Значит, мы пишем Redux Toolkit install. Да, в принципе, самое такое простое get started, и погнали смотреть. Собственно, это вот как глазами новичка. Я буду Yarn использовать по классике, в принципе, и мы установим. Значит, Redux.js Toolkit, теперь так ставится у нас Redux, да. А касаемо вот этого второго React Redux, это нужно нам для того, чтобы подключать Redux в наше React приложение. Ребята, надеюсь, мое лицо будет нормально видно, если фокус пропал, прошу прощения, потому что я, к сожалению, вижу себя в маленьком экранчике, и тяжело сохранять хорошие кадры, когда сзади меняется картинка просто невероятными шагами. Ладно, ребят, последний раз скажу, все, ребят, смотрите, вот полный курс по React на нашем канале, бесплатно абсолютно, просто я каждый раз хочу вам что-то объяснить по React, но зачем это объяснять, если мы это уже разбирали, вот, поэтому я не буду это больше останавливаться, я просто не знаю как, короче, прокидываем провайдер, оборачиваем все приложение, и Redux подключается. Давайте устанавливаем, yarn add, погнали, вот, все устанавливается, вот, дальше что он нам предлагает? Дальше он нам рассказывает, что у нас будет включено, это для конфигурации стора, то есть для того, чтобы нам создать наш store, то есть наше глобальное состояние, редюсер для создания редюсеров, логично, да, action для создания экшенов, слайсы и так далее, это все у нас есть. Так, опускаемся ниже, это у нас уже идет использование RTK Query, да, он уже у нас включен, кстати, поэтому проблем с этим вообще абсолютно никаких нету. Как я и говорил, да, он включен в сам Redux Toolkit уже. Так, мы все установили, ребят. Теперь давайте мы с вами создадим, собственно, папочку. Давайте, во-первых, очистим нашу структурку, чтобы тут ничего лишнего не было. Assets я удалю, они не потребуются в этом приложении. Так, app мы, наверное, мы оставим app. Да, индекс CSS мы, наверное, вот так чуть-чуть его уберем. Я просто ему удалю, значит, все ненужные margin 0 плюс padding 0. Вот так сделаем, да. И body, в принципе, что нам body нужно? Наверное, фон только, да, зададим какой-нибудь. Я открою ему пипеточку любимую, color slarp называется. Выбираем отсюда background color и вот так делаем. Мне пока что это пойдет, font size 16 поставлю. Вот так, все, пока что этого хватит. Ну, может быть, шрифт красивый выбрать, но это уже не тема этого ролика, поэтому забейте. Так, тут все понятно. Теперь давайте пока что оборачивать не будем, у нас нечем оборачиваться, создадим теперь структуру. New folder я обычно делаю. Здесь пишу, собственно, store.
Давайте еще поближе сделаю. Я постараюсь где-то масштаб побольше, где-то поменьше, чтобы все у нас влазило. Значит, no file. Я создаю здесь глобальный store. То есть я или пишу store, либо можно root написать, допустим. Я обычно пишу просто store.js. Окей. Теперь, если мы вернемся сюда в нашу документацию, мы увидим, что он нам предлагает сделать. Предлагает сконфигурировать store, да, и указать здесь редюсеры определенные. Сейчас мы этим займемся. Давайте export const store, configure store. Отлично, сконфигурировали, да. И здесь он нам предлагает указать редюсеры. Пока что пусто будет, да. И также он нам предлагает здесь указать там DevTools. Смотрите, по поводу DevTools. DevTools что такое? Это какие-то инструменты веб-разработчика, доступные условно в браузере. Есть специальное даже расширение Redux, с помощью которого вы сможете все отслеживать и контролировать. Я это разбирать в этом ролике не буду, это разбирают там другие блогеры и так далее. Мне кажется, эта тема абсолютно неинтересна, потому что забирать на это время, это можно легко установить абсолютно. Вы просто пишете DevTools, ставите здесь там true, все, у вас готово DevTools. Все, ставите extension, кайфуйте, смотрите свой код в браузере и наслаждайтесь. Я на эту тему уделять не буду время. Так, значит, это предзагруженный стейт, если вам нужно будет, мы к этому еще, может быть, вернемся. Middleware мы точно разберем чуть дальше, и пока что все. Все, сейчас редюсеры мы с вами еще допишем. Вот, и дальше что нам предлагают сделать? Смотрите, две интересные момента. Для чего нам это нужно? На самом деле, app-dispatch я редко использую, потому что я немного иначе типизирую экшены. Мы об этом также разберемся чуть дальше. Тут, кстати, версия с TypeScript, давайте JS поставим пока что. Видите, JS, он нам ничего не предлагает сделать. А TypeScript нам потом еще, когда будем типизировать, мы с вами допишем эту штуку интересную. Для чего? Сразу же, да, перейдем к этому. Для того, чтобы мы могли иметь понимание, что у нас в итоге в глобальном состоянии. Да, как мы будем это иметь понимание? Мы просто вот делаем type-off, то есть получаем тип от всего нашего стейта. И этот тип потом возвращаем с помощью return type. И вернули, окей, теперь мы это можем, допустим, приписать к нашему useSelector, и мы четко будем понимать, какое у нас есть состояние. У нас будут подсказки, у нас будет все прям шикарно. А касаемо диспатча, я немножко это иначе делаю, поэтому мы этот момент пропускаем. Все, если мы видим обычный JS, там дальше ничего делать не нужно. Вот, и все, что он дальше предлагает, это обернуть в провайдер. Давайте им займемся. Сохраним, значит, идем сразу же у нас это индекс, так, стоп, какой индекс? Main JSX получается, да? И оборачиваем. То есть я иду сюда, значит, делаю провайдер. Вот он провайдер. Помните, для этого я вам говорил React Redux поставить. Вот React Redux, провайдер берем. И в провайдере мы с вами делаем store и указываем наш store. Отлично, все, вот такая штука у нас получилась. Все максимально комфортно и легко. Окей, теперь, пока что у нас стор уже готов, в принципе, да, но у нас нету никакого состояния, мы не знаем, ну, вообще у нас, короче, ничего нету, да, мы просто сейчас подключили, голый стор, вообще ничего нету. Давайте, собственно, перейдем к созданию нашего первого редюсера, да, то есть слайса, в котором мы создадим редюсер, из которого мы получим потом экшены в итоге. Давайте к этому перейдем. Но перед этим, ребят, сейчас расскажу, какой у нас проект вообще в целом будет, что я придумал. Смотрите, проект у нас будет книга рецептов, ну, как книга, каталог рецептов, более правильно сказать будет. Я нашел готовую API-шку, но, честно говоря, она меня не устраивает, мы в итоге свою делаем небольшую API-шку для того, чтобы просто удобно было тестировать RTK query. Поэтому, да, будет на сегодня рецепты. Мы сделаем рецепты, определенный каталог рецептов, с которыми будем конфигурировать, то есть, которым будем управлять, к примеру, мы там будем добавлять в избранное, что-то еще с ними делать и так далее. Все это будет в нашем приложении. Так, ребят, переходим к написанию нашего первого слайса. Для этого идем сюда, new folder, делаем, значит, структуру определенную. Значит, у нас это будет, что у нас это будет? Мы сейчас делаем слайс для чего? Для избранного. Favorites и new file, favorite, slice.js. Отлично. Вот наш слайс для избранного. Ну а перед этим, ребят, давайте я расскажу про нашу шикарную подписку, которая вам позволит невероятно быстрым способом стать поистине крутым разработчиком. Что я имею в виду под крутым разработчиком? Это практикующим разработчиком, который может написать реальные проекты. Не который просто пустословит, знает теорию какую-то, знает, как работает Redux, знает, как работает JavaScript и так далее, но при этом, когда ему говорит работодатель, чувак, на собеседовании, пожалуйста, а покажи мне, как создать вообще стор, да, или покажи мне, как сделать авторизацию с двумя токенами, к примеру, да, или покажи мне, как вообще настраивается бэкэнд, да, то есть вот что угодно он вас спросит, а вы ничего не знаете, потому что вы знаете тупую теорию, которую вы изучили на YouTube, да, но при этом у вас нет практики, а реальную практику можно получить только на нашей платформе, да, вы переходите, оплачиваете подписку, стоит всего лишь 2000 рублей, это самая выгодная подписка вообще в целом в IT, YouTube во всем мире, да, то есть за такую стоимость никто не продает такое количество материала шикарного, в том числе выйдет скоро 7-й интенсив в этом месяце уже, вот, в котором вы кайфанете по JavaScript, прямо будет полный кайф. Что мы имеем вот по этой подписочке? У нас целых 6 интенсивов разного уровня, от начинающего до продвинутого. Начинаем мы с вами с там бэкэнд для начинающих, фронтенд для начинающих, потом бэкэнд для продвинутых, фронтенд для продвинутых и мобильная разработка к вишенка на торте. Интенсив выходит каждые 3 месяца, то есть вы покупаете подписку, обучаетесь, да, и у вас постоянно обновляемый контент идет. Мало того, более того, кроме интенсивов у вас выходят еще постоянные крутые файлы в хранилище, рубрика проект с нуля выходит и так далее. То есть каждый ролик, который выпускаю на YouTube, он имеет какие-то исходники, да, исходники доступны только тем, у кого есть премиум подписка. То есть ребята, которые имеют премиум подписку, они имеют
имеют привилегии на канале. Они не просто, да, крутые ребята, практикующие разработчики, да, они еще имеют привилегии вот в рамках этого момента, да, то есть у вас есть вариант скачивать все исходники абсолютно бесплатно. Собственно, что вы еще имеете? Это шикарную поддержку в вип-чате, появился вопрос, задали там, вам легко ответили, помогли и так далее. Кроме этого, исходники больших проектов, как я рассказал уже, большие розыгрыши проходят раз в месяц, и авторские стримы также проходят раз в месяц. Кроме того, есть другие тарифы, если вам интересно, да, есть доступ на 3 месяца и есть доступ навсегда. Вы его один раз купили и кайфуете. Также я еще, ребят, добавил теперь тарифы на 6 и на 9 месяцев. Вот, видите, тариф на 3 месяца, внизу 6 месяцев и 9 месяцев. Это уникальная возможность, теперь можете купить тариф как на 6 месяцев, так и на 9 месяцев, абсолютно без каких-либо проблем, и это еще более выгодно, чем тариф на 3 месяца. Короче, покупайте, что вам надо. Доступ навсегда дает вам еще привилегии в плане приоритетной поддержки в чате, и у вас закрытый клуб 5 утра на целый год, на целых 12 месяцев. И там есть рассрочка, кому интересно. Также есть вариант оплаты для других стран, вверху оплаты из других стран. Нажимаете, переходите, здесь максимально все просто, если вы находитесь там условно в СНГ пространстве, оплачиваете в тенге, если вы находитесь там в Америке, на Западе, где-то там в Европе и так далее, оплачиваете в евро и без каких-либо проблем проходит через Евробанк, все прям шикарно. Оплачиваете, в ручном режиме начинается подписка, все прям полный кайф. Вот. Касаемо интенсив, ребят, что могу сказать? Это реальная практика, то есть мы там разработали и приложение для тренировок, и приложение по просмотру фильмов на мобильный телефон, да, и также огромный онлайн-кинотеатр с авторизацией, с 2 токенами, с большой экосистемой, с рейтингом, с видеоплеером и так далее. Короче, вот реальная практика именно нашей платформы. Больше вы нигде такой не найдете. Я за это ручаюсь. Если найдете, то за такую стоимость, да, напишите в телеге где-нибудь. Я прям буду удивлен на самом деле, потому что я такого нигде еще не видел. Это невероятно крутое приложение. Цена, скорее всего, поднимется, да, потому что это пока что, ну, прям очень дешево. Но посмотрим, что будет в будущем, ребят. Вот, а пока цена такая, можете купить по ссылке в описании, залетайте, и там же можете скачать исходники этого проекта. Так что, ребят, да, вот такая вот полезная самореклама. Да, я ничего другого не рекламирую. Мне кажется, это прям супер круто. Вот. Так что, ребят, кайфуйте, наслаждайтесь, обучайтесь и так далее. Итак, ребят, значит, пишем export const favorites slice. Дальше создаем наш слайс. Что такое слайс, ребят? Слайс — это новое слово, которое пришло к нам в Redux Toolkit, который, помните, мы здесь все описываем, мы уже внутри него описываем редюсеры полноценно, описываем имя этого слайса, то есть то, как он будет записан внутри нашего хранилища, прописываем здесь дефолтное состояние по умолчанию, и после этого на выходе он нам уже отдает готовый редюсер, готовый экшен, который мы легко можем поместить в store, и экшен, который мы легко можем дернуть и поменять состояние. Вот так и все. Вот так все стало максимально просто. Давайте этим займемся. Во-первых, он предлагает нам написать имя. Имя у нас будет избранное, favorites. Дальше он предлагает написать состояние по умолчанию. Значит, смотрите, что я хочу сделать. Тут на самом деле много вариаций, как мы делаем избранное. Мы сейчас делаем максимально простой вариант. Многие там просили. Кстати, ребят, этот курс получился такой полный, максимально фундаментальный. Почему? Потому что я проводил опрос в Телеграме, да, также подписан на телегу, где ребята в форме заполняли, что им непонятно в редакции. Я это добавил в содержание этого курса, поэтому будет все максимально полно. Вот. И там писали, конечно, ребята, сделать авторизацию и так далее. Ребят, но авторизацию мы уже делали в интенсивах, да, зачем мне здесь повторяться? Там можете это посмотреть, скажем так. В этом случае у нас времени на авторизацию нету, к сожалению, да, нам нужно разбирать теорию. Поэтому давайте мы без авторизации попробуем сделать избранное. Как будто у нас пока что один юзер авторизирован на сайте. Значит, я создам здесь состояние const initial state. И оно будет равно, наверное, просто массиву. Массиву чего? Тут много вариантов. Мы можем сразу прям сюда вывести массив избранного. Можем прям вывести только айдишники. Давайте просто будет массив избранного. Сразу все товары избранные будут здесь лежать. Вот и все. Поэтому я здесь просто дублирую вот так вот. Можно, конечно, вот эту строчку не писать. Но я для большей наглядности ее напишу. Reducers. Тут описываем те самые редюсеры. Итак, первый редюсер. Для добавления в избранное. Давайте add to favorites, наверное, так я напишу даже. Добавление в избранное. Двоеточие. Здесь у нас идет стрелочная функция. Вот так, да. Которая вся принимает состояние. Да, и также payload. Action, да. Итак, ребят, по поводу, смотрите, принимаем состояние и экшена, да, то есть это то, что будет приходить извне. Смотрите, мы на выходе получаем этот add favorites, да, пока что не берите в голову там диспатчи и так далее. Вот у нас есть эта функция, представьте себе, да, мы ее будем вызывать вот таким образом, и мы в нее будем передавать, допустим, добавь в избранное, я не знаю, там, товар с айдишником 1, условно. Ну, не товар, а рецепт с айдишником 1. Вот, и то, что мы здесь прописываем, это единичка, да, условно, это и есть наш action payload. То есть здесь это будет вот таким образом выглядеть. Вот, то есть это будет равно const нашему как раз-таки, это, так, а как рецепт пишется по-английски? Ребят, recipe это же, или recipe, он так и пишется. Recipe это же чек, типа. Так, смотрим рецепт. Recipe, да, немножко иначе пишется. Recipe. Вот так, recipe ID. Вот так. То есть вот эта штука, это уже равно нашему recipe ID. Обычно еще сокращают, делают вот так вот, к примеру, payload, то есть с помощью деструктуризации. Забрали, без каких-либо проблем можно вот так сделать сразу же. Ну, тут как бы на ваш вкус и цвет, скажем так. Как захотите, ребят. Можно прям здесь переименовать, да, то есть можно пойти дальше, вот так можно переименовать, без каких-либо проблем. Так, это мы с вами сделали. А это состояние, вот как раз вот это состояние глобальное, да, то есть и мы в него можем легко записывать. К примеру, что мы делаем? Мы делаем state.
push, то есть мы туда пушим новый элемент, это из JavaScript. А элемент, собственно, мы должны, раз мы туда получаем recipe ID, то мы, значит, должны его где-то найти. Да, мы же хотим здесь хранить не ID-шники условно. Тут на самом деле, как вы хотите реализовать? То есть смотрите, еще раз повторять. Мы можем здесь хранить, в принципе, ID-шники. Без каких-либо проблем можем хранить обычные ID-шники, и также будет все работать, но единственный нюанс, если мы будем здесь хранить ID-шники, к примеру, там 1, 2, 3 и так далее, как мы это потом будем выводить? Нам нужно, получается, получить все наши рецепты, их отфильтровать по этому списку и вывести именно те рецепты, которые у нас в избранном, да, если мы хотим показать избранное. Это не так уж и удобно, на самом деле. Поэтому я, наверное, сразу буду хранить здесь все рецепты, поэтому здесь будем получать не recipe ID, а полноценный один рецепт, и который мы сразу же будем добавлять. Единственный нюанс, в таком порядке у нас может быть случайно пробежать дублирование кода, потому что мы каждый раз добавляем, мы даже не делаем проверку, есть ли в состоянии этот рецепт или его нету. Давайте делаем проверку. Если recipe, так, сейчас, секундочку, ребят, если, давайте, state, мы берем сам, да, функция для проверки. Значит, дальше делаем recipe, опять же. Давайте тут r сделаем, потому что recipe у нас уже есть. Если r, собственно, ID равна этому recipe ID, вот, есть такой элемент, хоть один такой элемент будет найден, да, то мы тогда делаем возврат. Все, мы делаем return просто и все. То есть мы дальше не продвигаемся ни в коем случае, потому что в таком случае, собственно, нам не нужно добавлять состояние, потому что он уже есть состояние. Вот и все. Вот. Можно, в принципе, знаете, как сократить? Можно сделать эту функцию, как бы она будет toggle, то есть она будет и туда, и назад. То есть если, допустим, уже есть, то он удаляет, если нет, то добавляет. Понимаете, да? Можно сделать toggle. Давайте так, в принципе, наверное, сделаем, чтобы не дублировать функцию toggle favorites. Значит, что мы делаем? Мы, если состояние уже есть, да, если он существует, можно даже красиво вынести отдельно, чтобы вам прям по глазу было по кайфу, скажем так. Так, у меня русский язык, конечно, хромает. Так, is exist, да, если существует. Теперь мы делаем if is exist. Если существует, то мы с вами что делаем? Правильно, мы с вами должны его удалить. То есть мы делаем state равно, я здесь делаю приравнивание, наверное, да, мне кажется, так лучше будет. State filter и фильтруем, да, мы фильтруем, берем r ID равен, ну, в принципе, то же самое абсолютно. Абсолютно то же самое. Вот, только мы здесь фильтруем. Вот, отфильтровали, отлично. То есть мы оставляем те элементы, которые с другими ID-шниками. С этим ID-шником мы, собственно, убираем. Точнее, наоборот, да, мы здесь не равно делаем, точнее, наоборот. Вот, что еще? Если иначе, else, то мы тогда пушим наш массив. Вот таким образом можем сделать. Можно удалять хоть так, можно удалять по-другому, тут как бы на вкус и цвет, скажем так. Так, а что еще мы хотим сделать? В принципе, пока что нам ничего делать больше не нужно, наверное. Пока что нам этого будет достаточно. Что мы делаем в конце, ребят? В конце мы делаем export const, мы делаем вот такую штуку, и с помощью деструктуризации мы забираем с вами наш action. Мы делаем favorite slice, и у него можем что принять, смотрите, экшены и также редюсеры, вот, редюсеры, которые потом можем использовать в нашем сторе. Сохраняем. Теперь идем сюда, и наш редюсер можно спокойно использовать. Вот, редюсер. Все, отлично, мы просто взяли и заюзали. Вот таким образом. Редюсер. Отлично. Давайте теперь попробуем сходить на наше приложение, да, и посмотреть, что у нас вообще происходит с нашим состоянием. Давайте удалим лишнее здесь. Так, я здесь быстренько подчищу. Нам дизайн сейчас вообще не важен абсолютно. Делаем div обычный. Я предлагаю, значит, взять какие-то элементы, прям совсем какие-то базовые такие. Даже, наверное, руками мы их выведем. Нам это пока не интересно особо. Так, что мы здесь можем, ребят, сделать? Давайте сделаем div, в котором... давайте этот момент мы вынесем только единственное. Вот так я сделаю. New... Значит, продукт, точнее, recipe item. Так, recipe item.gsix. Так, у меня по каким-то причинам пропал сниппет, не знаю, recipe item gsix. Странно, почему? Ладно, тогда сделаем в таком варианте. Recipe item. Вот, он себя будет принимать, собственно, сам item. Ну, сам recipe, можно так написать, recipe. Вот, а здесь он будет выводить. То есть у нас будет, смотрите, h2. Так хочу сделать. Это будет recipe name, наименование рецепта. И какая-то будет картинка. Пока не будет картинки, ребят. Пока ее не будет, мы к ней потом вернемся. Image мы ее потом добавим. Я пока закомментирую просто. Мы сейчас просто для теста делаем. И тут будет кнопочка Add to Favorites. Add to Favorites. Вот так. Так, это мы с вами сделали. Теперь мы идем сюда. Тут мы recipe item. К нему передаем recipe. Даже тут не будет подсказок, да, у нас. Recipe. Значит, по поводу recipe делаем двойные фигурные, да, чтобы мы объект передали сюда. Значит, имя у него будет, допустим, я не знаю, даже какая-нибудь лазанья. По-русски напишем, я не знаю, как по-английски пишутся рецепты. Вот, и в принципе... ну и ID-шник, да, прокинем на самом деле. Хотя, да, ID-шник там здесь нужен 100%. ID 1, допустим, вот так. И также продублируем еще один элемент, допустим, 2, 3. Это будет у нас 2, это будет 3. Давайте, допустим, я не знаю, что придумать. Каша какая-нибудь. Я не придумал, ребят, ничего. И какой-нибудь паста, допустим, паста. То сохранили. Теперь запустим наше приложение. Yarn dev.
Так, запустили. Вот, запущено. Теперь открываю в браузере. Так, он у нас ругается сразу же, да, ну, в принципе, что и логично, да, потому что у нас есть определенная проблема пока что. Я вот так сокращу, чтобы вам было это комфортно видно. Так, и вот так. Окей, давайте посмотрим, в чем ошибка. У нас вот импортируется APCSS, которого нет. Давайте его удалим. Вот, все, у нас еще что-то добавилось, но ничего дальше этого не ушло, как бы, да, просто кнопка и все. Так, смотрим сюда. Recipe name. Так, recipe name. Что я не так делаю? Recipe name. Давайте проверим просто, да, в чем проблема. Console log recipe. Можно было в дебаггере на самом деле прокинуть, может быть, так было бы проще. Так, консольку. Так, приходит объект. Мы забыли, да, сделать деструктуризацию. Мы забираем здесь же пропсы, да, а из пропса забираем recipe. Вот и все. Отобразилось, да, чтобы у нас, давайте, было комфортное отображение. Я color поставлю белый, да, потому что у нас темный дизайн. Вот, и шрифт мне невероятно не нравится. Давайте мы быстренько Google Fonts, что-нибудь красивенько поставлю. Давайте из прошлого ролика вот я поставлю. Мы брали с вами Titanium. Как раз его поставим, он, мне кажется, идеально здесь подойдет. Все, пойдет. Вот. Так-то стало получше. Единственное, я бы, может быть, поставил бы здесь H4 какой-нибудь. Вот так. Ну, или H3 даже, вот так. Как-то было более-менее адекватно, хотя мне все равно не нравится, ребят. Ну, нам сейчас это опять же не важно. Давайте здесь небольшие классы накинем. Класс name, значит, у нас будет item. Модульность возьмем, styles item. Создадим файлик быстренько. Я прям совсем, ребят, чуть-чуть накину эффектов. Ну, стиль я имею в виду, да. Чтобы прям чуть-чуть преобразовать это все. Потому что прям совсем так у нас, так, CSS, значит, item. Так, значит, мы здесь делаем, допустим, я не знаю, background color. Может быть, какой-нибудь серенький попробуем сделать, нет? Тут мы делаем import stylus from модуль CSS. Отлично. Так, что еще? Да, теперь мы его здесь прописали. Вот так вот. Отлично. Так, что еще? Значит, ну, понятное дело, мне такой opacity не совсем нравится. Мне бы хотелось что-нибудь такое же, только чуть-чуть его прозрачно. Сейчас, даже не вот так, чуть-чуть светленький. Ну, типа так, можно еще чуть посветлее. Вот так, окей. Дальше border. Радиус 30 пикселей. Ладно, 30 я переборщил, 10 пикселей. Прям совсем чуть-чуть сделаем. Margin bottom. Кстати, просто margin по 10. Все, мне пока это будет достаточно. И паддинги также по 10. Вот так. Более-менее пойдет, мне кажется. Кнопка, конечно, максимально убого смотрится. Но а что делать-то, ребят? А что делать? Делать-то нечего. Так, можно в индексе в глобальном button поменять. Прям вот так целиком. Наше приложение это допустимо. Значит, background color. Возьмем какой-нибудь вот такой розовастенький. Почему бы, собственно, и нет. Значит, border none. Outline none. Окей. Текст. Color белый. И что еще? И что еще? Покрупнее чуть сделаю себя. Вот. И паддинги, да? То есть паддинги где-то по 4, по 5. Что-нибудь типа такого. И, конечно же, border radius. Где-то, я не знаю, по 5. Вот так, я думаю. Margin top еще где-то по 5 сделаем также. Все, такая кнопочка получилась аккуратненько, миниатюрная. Я не могу поинтер, курсор, поинтер, вот так. Так, а меня, ребят, уже там не видно, да? Вроде настроил камеру немножко, потому что будет пропадать картинка постепенно, как я говорил, по какой причине. Потому что сзади фон меняется невероятными шагами. Вот, ну и, собственно, button hover при наведении, да? Background color. Чуть-чуть потемнее надо, я не знаю, как его сделать. Давайте чуть сюда, чуть-чуть потемнее. Самый простой эффект, ребят, ничего здесь не выдумываю. Вот, нормально. И transition. Background color. 4s easy in out. Так, все, пойдет. Прям совсем аккуратненький эффект, нам это пойдет. Окей, ребят, это мы с вами сделали, да? Чуть-чуть я еще покрупнее сделаю. У самого этого item H3 он идет или какой там H3 у него идет? Да, H3. Я margin bottom сделаю по 5. Вот так. Все, пойдет, ребят. Для нашего приложения точно пойдет. Так, окей. Теперь, смотрите, что мы делаем. Значит, переходим дальше, да. Смотрите, сразу по поводу Combine редюсера. У нас в этом проекте, скорее всего, не будет больше одного редюсера, не будет, да. Но в целом, да, если у вас такая ситуация произошла, как нужно делать Combine редюсера? Смотрите, пишем const. Я это обычно в отдельный файл выношу, опишу здесь reducers. Дальше Combine reducers. И здесь указываем просто все редюсеры. Вот, редюсер, к примеру, указываем первый, да? Потом мы его reducers, и, в принципе, все. Вот, так мы все закомбинили. Так, это для того, чтобы, если у вас в проекте много редюсеров, допустим. Так, что мы теперь можем сделать? Давайте теперь, во-первых, перейдем к useSelector. Что это такое, сейчас я вам покажу. Смотрите, нам нужно сейчас иметь понимание, эта штука у нас в избранном, либо не в избранном. Как мы это делаем? Есть hook useSelector. Давайте const. Это хук, который входит в React Query, React Redux, да, селектор, вот так вот. Делаем state, берем, стрелочная функция, забираем state и у него забираем какое-то поле, да, хоть бы камера, ребят, не села. Вот, к примеру, в нашем случае он не подсказывает, да, мы потом в конце сделаем типизацию, он будет показывать все прям шикарно. В этом случае он не показывает, поэтому мы не знаем, что в state лежит, но у нас есть напоминалка, что у нас лежит favorite, поэтому делаем state favorites. Вот, а отсюда мы просто забираем состояние.
state, либо favorites. Вот так сразу же. Окей. Ну, тут можно вот так взять, к примеру, да, отсюда забрать favorites. Тут как бы вариантов прям миллион. Давайте посмотрим в консольке, что у нас тут вообще лежит favorites. Смотрим сюда, inspect, консольку. И, как видим, у нас лежит undefined. Он не может обнаружить наше состояние. Но он пишет, что невалидный редюсер. Я неправильно, видимо, прописал в combine. Давайте перейдем в combine еще раз. Там нужен массив, да, я решил не массив задавать. Давайте сюда. Да, тут нужно массив задать именно вот так. Так, и все равно пока undefined, да. При этом у нас здесь не undefined, а у нас здесь должно быть... давайте просто получим все состояние сначала, посмотрим, что в нем вообще лежит. А в нем лежит у нас вот такая штука. Array 0 просто. Итак, ребят, я немножко опечатался, смотрите. Мы в сторе забыл, да, никакой массив там прокинул, ребят, забейте. Мы прокинем объект, да, объект, в котором указывает, что это будет являться favorites, потому что здесь нет наименования, и будет равно редюсеру, который мы отсюда получили, вот. Я бы его вообще переименовал, потому что, ну, редюсеров может быть много, я бы вообще его переименовал, типа, favorite reducer, вот так я бы сделал. Здесь мы делаем вот так s. Вот, я бы вот так переименовал бы, чтобы было большее понимание. Вот, и теперь, окей, да, мы favorites равно favorites reducer. Все, у нас есть favorites теперь в нашем сторе, и мы к нему можем обращаться. Еще раз берем сюда favorites, и наш favorites должен прекрасно работать. Обновляемся, видим, у нас пустой массив отдается. Отлично, у нас есть пустой массив. Теперь давайте проверим в нем вообще элементы. Ну, либо давайте сначала добавим что-нибудь. Хотя как добавим, нам нужно сначала, да, прежде чем добавлять, нужно вообще нам научиться добавлять, да, скажем так. Я так сказал, как будто вы уже умеете добавлять. Так, useSelector разобрали, сейчас мы к нему еще вернемся, когда будем делать проверку на то, что добавлено либо не добавлено, поэтому к этому сейчас перейдем. Но пока давайте разберем наш диспатч. Смотрите, как нам добавить что-то в избранное. Помните, мы с вами, давайте вернем сюда, описали с вами редюсеры здесь. Да, вот редюсер, один редюсер у нас. В итоге он нам возвращает уже слайс, подготовить нам полностью готовый экшен, который позволяет нам дернуть вот эту функцию дернуть, чтобы у нас произошли эти изменения. Как это дергается? Все очень просто. Для этого есть диспатч. Диспатч — это функция, да, которая используется в Redux для отправки экшенов, то есть действий каких-либо в наше хранилище, то есть store. Соответственно, давайте мы так сделаем. Const dispatch. Я вас в конце, ну, ближе к концу ролика научу это делать прям супер красиво, да, или даже, наверное, может быть, сейчас научимся, посмотрим. Use dispatch. Вот так мы делаем, да. И, собственно, теперь с помощью этого диспатча мы можем делать любые экшены. К примеру, вот по баттону делаем onClick, да, при клике. Что будет происходить? Вызываем стрелочную функцию, делаем dispatch, и здесь мы вызываем наш экшен. Видите, нужно передать экшен. А экшен у нас откуда идет правильно? Favorite. А мы, по-моему, отдаем туда уже экшен, да, поэтому берем просто actions, вот он, actions, и у него есть actions toggle favorites. Вот. То есть нам каждый раз приходится вот так вот прокидывать actions toggle favorites каждый раз в каждом моменте, да, то есть это супер неудобно. Во-первых, создавать диспатч каждый раз. Во-вторых, прокидывать каждый раз экшены. Я вам научу, как это делать без каких-либо проблем, очень легко. Давайте пока так оставим. Это вот то, что предлагает документация. Сохраним. Идем сюда, нажмем add to favorites, и ничего не происходит, да? Хотя нет, скорее всего, что-то происходит, просто мы, да, убрали консоль log. Давайте его покажем обратно, чтобы мы могли понимать изменения, какие у нас происходят. И еще раз, add to favorites нажали, ничего не происходит, абсолютно ничего не происходит, как будто у нас не срабатывает функция. Давайте, чтобы проверить, срабатывает или нет, я прям здесь пропишу консоль log. Hey, да, типа, если сработал, то он будет отображаться. Он даже сюда не прокидывается. Значит, у нас проблема в чем-то. В чем-то у нас явная проблема. Сейчас будем ее смотреть, собственно. Итак, ребят, я вернулся, я посмотрел, что я сделал не так. Вот. Короче, я просто уже давно так не работал, честно вам признаюсь, через диспатч, и как-то подзабыл, я просто допустил ошибку, забыл вызвать функцию. Короче, смотрите, мы, по-моему, вот так писали, вот так, да, и оно у нас не работало. Логично, да, почему оно не работало? К сожалению, даже ошибки не было. Если бы мы юзали какой-нибудь TypeScript, допустим, здесь бы написал ошибку о том, что, чувак, так делать нельзя. Но в нашем случае ошибки никакой даже не отобразило. Окей, что мы, собственно, делаем? Мы вызываем диспатч, да, который отсюда взяли use dispatch, который нам нужен для того, чтобы дергать экшены. Так, favorites я оставлю. Дальше мы делаем onClick, сюда вызываем dispatch, actions toggle favorites. Вызываем это как функцию, и в ней прокидываем payload. Мы забыли прокинуть payload. У нас будет payload recipe, то есть передаем туда рецепт, который будем добавлять в избранное. Как видим, у нас сейчас было array 0. Добавляем, видите, array уже не 0, а array уже лазанья. Добавили кашу, теперь у нас каша. Давайте проверим, будет дублироваться или нет. Мы же, помните, проверку там с вами сделали. Должно удаляться. Нажимаем лазанья, и ничего не происходит, да, нажимаем лазанья, и ничего не происходит. Нам нужно переписать функцию удаления 100%, да, нужно ее сделать немножко иначе. Давайте ее перепишем. Итак, ребят, я немножко переписал функцию, которая нам позволит удалить, да, как я говорил вначале, с помощью слайса. Итак, мы с вами, во-первых, ищем индекс. Мы берем state, find index, ищем элемент по индексу просто, ну вот item ID равен recipe ID. То, что делаем вверху, то же самое абсолютно. Ищем по индексу. А далее, если индекс не равен минус 1, только в этом случае, значит, индекс был найден, да, мы удаляем state, splice, индекс 1. Все, мы просто очистили. Все, удаляем промежуток определенный. Все, у нас этого элемента больше нету. И иначе вот push, это если нам нужно удалить. Теперь тестируем, точнее, если нужно добавить. Добавили, видите, array элемент есть. Нажали еще раз. Видите, array элемента нету. Все прекрасно. Давайте добавим еще некоторые другие, чтобы у нас тест работал прекрасно. И вот остается у нас каша паста, а это удалилось. Отлично. Нам только останется, ребят, сделать сейчас проверку. Да, непосредственно проверку на то, что у нас... давайте я запишу комментарий. Сейчас просто иду на отдых, у меня уже час ролик идет. Так, комментарий мы запишем, что нам нужно condition
condition exists. Я так напишу, сори за английский. Вот, проверить нужно на то, что есть у нас favorites, либо нету. И в этом случае нам бы по-хорошему менять название кнопки, да, и, собственно, производить какие-то определенные операции. Итак, ребят, продолжаем. Так, нам нужно делать condition exist, то есть проверку на то, что элемент в избранном, либо не в избранном. Я обычно, на самом деле, вверху бы вывел, типа, количество избранного, было бы, конечно, замечательно, на самом-то деле. Вот, можно это, в принципе, как бы сделать. Давайте, наверное... давайте этим закончим, да, с этим, потом дальше еще перейдем к следующим моментам. Так, значит, делаем проверку. Все очень просто делается, на самом деле. Is exists, мы причем проверяем внутри recipe айтема, да, то есть это внутри каждого элемента, оно будет проверяться внутри каждой там лазаньи, каши и так далее. И делаем простую проверку, то, что мы уже, в принципе, так и делали. Мы берем favorites, мы берем sum, дальше мы проверяем на recipe, должен быть равен r_id, да, должен быть равен текущему recipe ID. Все, если он равен, значит он существует. При этом, если он существует, у нас экшен один и тот же остается. Почему? Потому что мы сделали такой экшен, который работает и в одну, и в обратную сторону. Это круто. Мы лишь меняем вот эту историю. То есть мы делаем, если is exist, то мы делаем текст remove from, а если иначе, то делаем add to. Favorites мы оставляем. Сохраняем. Как видим, у нас remove from favorites, то есть удалить из favorites, и add to favorites. Окей. Что еще поменять нужно? Да, в принципе, ничего. Да, нам пока что этого будет достаточно. Можно какую-нибудь звездочку добавить условно, чтобы было понятно, что он в избранном. Ну, нам и так понятно, да? Давайте еще перейдем дальше. Да, сделаем удобный hook useActions, который нам позволит с вами не использовать dispatch, да, а просто получать сразу в одном хуке все экшены. Помните, я вам говорил, что мы можем делать с вами свои экшены, да, еще в курсе по React. Собственно, мы переходим в New Folder, Hooks, значит, здесь New File, да, и мы здесь делаем useActions, .js, да, экспорт делаем дальше, const, useActions, да. Что нам нужно сделать в самом useAction? На самом деле все максимально просто. Во-первых, мы берем тот самый dispatch, да, он нам потребуется dispatch. Вот, во-вторых, мы здесь возвращаем useMemo, да, потому что нам нужно, помните, мы с вами разбирали оптимизацию, да, нам нужно, чтобы каждый раз не пересоздавалась, да, эта вся история, которая возвращаться будет, нам нужно, чтобы это сохранялось как бы в кэше, да, и не изменялось, только менялось при диспатче. Вот, пишем dispatch. И тут мы, ребята, возвращаем не какую-то, да, фигурную скобки, мы там ничего выполнять не будем, скажем так, а возвращаем bind action creators, вот, и в нем, собственно, мы указываем action creator. Откуда мы их берем? Все очень просто, у нас, помните, в слайсе, где у нас recipe, как он там называется у нас, еще раз, store, favorites, у нас favorites, да, забыл, favorites slice, вот видите, toggle favorites есть, да, и в конце даются экшены, вот эти экшены нужно нам вернуть. Я обычно еще сделал, типа, какой-нибудь рутовый экшен, да, когда их у вас много, условно, root actions, и лучше это вынести еще в отдельную перемену, да, в отдельный файл непосредственно, да, но мы здесь, типа, развернем, как будто у нас много экшенов, чтобы вам показать, как это вообще работает. И разворачиваем с вами actions, вот так вот, все, развернули. Теперь мы с вами, собственно, так, useDispatch указали, что-то он ругается, да, вроде я все правильно сделал, не знаю, что он ругается. Типа, не импортировали, наверное, да, импортировать. Окей, bind action creators, да, и здесь мы указываем, непосредственно, что мы будем байдить. А мы будем с вами байдить вот root actions, да, первым, вот можно навести, посмотреть, еще раз наводим. Вот, он тебя принимает, собственно, action creator и dispatch. Вот, action creator мы передали, и через запятую передаем dispatch. Вот наш dispatch, который вышел, вот, dispatch. Берем сюда. Окей, сохраняем. Теперь давайте сейчас разберем эту функцию. Смотрите, ну, hook это обычно функция, опять же напомню вам. Значит, мы с вами делаем root actions, как будто у нас много экшенов, да, это я вам показываю подход для большого приложения, если у вас много экшенов. В идеале это вынести в отдельный файл, вы там как хотите, так и делаете. Дальше мы берем функцию, обычно создаем, да, use actions, приставка use обязательно, потому что это дает понять React, что мы используем hook. Тем самым мы можем его использовать внутри компонента, без каких-либо проблем. Дальше, собственно, мы берем сам dispatch, разворачиваем, да, и use дает понятие тому, что мы можем использовать другие хуки внутри этого хука. То есть мы используем и useDispatch, и useMemo внутри хука useActions. Круто? Круто. Берем dispatch. Дальше возвращаем useMemo, да, для того, чтобы мы закэшировали, собственно, если мы без useMemo сделаем, каждый раз будет переобновляться ссылка, нам это не нужно делать, да, нам нужна оптимизация, поэтому мы оставляем useMemo, стрелочная функция, будет изменяться ссылка только при изменении диспатча, а внутри мы bind action creator сделаем, да, специальная функция, которая позволяет обернуть все action creator уже в dispatch, да, и тут, собственно, мы поставляем сюда все экшены, которые у нас есть в проекте, и dispatch, для того, чтобы, ну, с помощью чего будем оборачивать. Все. В конце он нам отдает список всех экшенов. Как теперь им пользоваться? Заменяем на useActions. Нам больше не нужно никогда... Так, давайте откроем этот файлик. У нас экспорт есть, да, он просто его не видит почему-то. Нам больше не нужно брать dispatch, нам больше не нужно импортить вот эти все, где у нас там, импортить все экшены. Нам это больше не надо. У нас есть замечательный хук, который позволяет нам, дает нам понимание, какие экшены есть в проекте. Открываем фигурные скобки, значит, нажимаем сюда, и у нас ничего не подсказывает, да, почему-то. Ну, потому что у нас не TypeScript, к сожалению. Да, то есть он нам, скорее всего, подсказку никакую не даст.
Да, dispatch any actions, да, то есть он нам не даст никакую подсказку, и это печально, ребят, это печально, но в TypeScript вы потом насладитесь, кайфанете. Вот, и в любом случае, все равно это удобно, мы забираем сюда toggle favorites, и вот так мы делаем, toggle favorites. Все, мы без никакого диспатча вызываем просто toggle favorites, должно все работать. Давайте проверим. Так, ошибочку мы видим. Так, что-то ему не нравится здесь, что-то ему здесь не нравится, use actions мы взяли, но ему что-то не нравится. Да, давайте переобновим еще раз, ошибка есть, да? Actions is not defined. Мы забыли это импортировать экшены, вот здесь, да, по-моему, да, мы action забыли импортировать, потому что тут нужно один action. Давайте так сделаем пока. Бля, он не дает нам импортировать, давайте вручную тогда import action from назад, store, favorites и с favorite slice.js. Actions есть? Да, actions есть. Вот так, actions. И здесь разворачиваем. Так, все, теперь должно работать. Обновляем страничку. Все обновилось. Так, add to favorites добавили. Add to favorites добавили, удалили. Все. То есть теперь мы сделали все то же самое, но мы избежали лишнего кода. Мы убрали сахарный код, скажем так, в нашем приложении. У нас больше нету никакого с вами там диспатча и так далее. Он нам не нужен. Мы сразу диспатч используем на уровне выше, скажем так. И кайфуем. Теперь давайте выведем из стора, да, непосредственно, как я говорил, вверху пометочку сделаем определенную. Я, во-первых, поставлю иконочки. Хочу, значит, поставить React Icons, чтобы у нас красивая иконка была вверху. React Icons поставим. Так, создадим быстренько, прям в хедере. Я здесь задам, не буду париться, там никакой хедер задавать, прям здесь в тупую создадим. Так, я, во-первых, сделал section, да, глобально, чтобы он оборачивал все это дело, вот так, да. А вот здесь мы сделаем хедер. А в хедере у нас будет просто одна иконочка. Только вопрос от иконочки, давайте закроем. Пойдем посмотрим, какие у нас есть вообще иконочки. React Icons. Так, смотрим сюда. Значит, нам нужно сердечко, да, нужно heart. Слушайте, ну, что угодно можно, в принципе, взять здесь, наверное. Там много вариантов, ребят. Давайте такую возьму, наверное. Букмарк, ну, это больше как заметка, да, наверное, идет. Не знаю, я такую возьму. Вот. Вы там уже как хотите берите. Берем вот эту иконочку. Ее импортировать не получится, нужно вручную. То есть мы делаем импорт иконочки from React Icons slash и BS. Потому что вначале BS идет. То есть это, по-моему, я не помню, короче, что это за icon set. Но нам особо не важно. Вот она добавилась, картиночка. Теперь давайте здесь дадим базовый прям супер стили. Я прям, наверное, через стайл сделаю, да, чтобы нам как-то... Хотя нет, нам стайл не подойдет. Class name. Ладно, давайте уговорили, ребят, вынесу в отдельный хедер, давайте уже, ладно, хоть мы и торопимся, в плане вот этой верстки нам она не нужна, но тем не менее давайте вынесем отдельно. И у нас здесь структура очень кривая получилась, давайте ее немножко декомпозируем. Components, хедеры мы сюда выносим, recipe item тоже сюда, вот, чтобы это как-то разделить эту логику, и app мы тоже выносим сюда. Так, все, это мы оставляем, индекс пусть будет глобальный, окей, без проблем. Главное, чтобы импорты поменялись, скорее всего, не поменяются, да, потому что это весь код, и он нам не позволит это сделать, но тем не менее, надеюсь, не будет сейчас никаких ошибок. Так, разворачиваем, у меня не работают сниппеты, опять же, почему-то, я не знаю почему. Разворачиваем просто обычно function, export default, function, у нас будет называться header, и берем парамсы. Парамсов никаких не будет. Так, возвращаем здесь return, header, окей. Берем здесь модульный файл, import styles from header. Так, стоп. Вот так, да, и здесь нужно создать файлик сначала, header.module.css, точнее CSS, да, по привычке уже пишу, извиняюсь, так, CSS, вот так. Здесь мы с вами в CSS файле описываем header, быстренько, header. А что мы ему описываем? Я хочу ему сделать displayFlex и этот justify content end, да, по-моему, так делается, если ничего не путаю. Давайте сделаем так, сюда назад немножечко, сюда. Stylus.header, отлично. А здесь мы тогда сделаем путь. Header модуль CSS. Сохраняем, обновляемся. Так, тут файлы модуль CSS, stylus. Да, это другие файлы он имеет в виду app не видит, как я и сказал, да, app он не будет видеть. Давайте мы это уберем и немножко заново заимпортируем. Отлично, сохранили. Что еще он не видит? Он не видит recipe item в app, логично тоже, потому что мы здесь делаем тогда слэш. Так, подожди, где он не видит? Recipe item. А, внутри recipe item он что-то не видит. Так, наверное, вот тут на уровень выше нужно выйти тоже. Так, и вот здесь, в принципе, окей. Так, все, это мы восстановили. Так, где наш хедер пропал? Хедер забыли инициализировать. Пишем здесь хедер. Окей, обновляемся. И is not defined, да, иконка. Почему? А у нас куда-то пропал импорт, к сожалению. Подожди, он там удалился, нет? Да, он удалился, нужно заново писать. Импорт. Так, from... так, React Icons, BS. Сохраняем. Отлично, вот он добавился. Так, единственный нюанс, конечно, у хедера нужно также сделать паддинг по 5 и по, я не помню, сколько мы там давали, по 10, по-моему, да? Да, чтобы его подвинуть как-то. Я, наверное, везде ему сделаю по 10, не знаю. Да, но мне на самом деле 5 нравится, да?
То есть внизу мне нравится 5, а вверху мне нравится 10. Вот так, все, окей. И я бы к нему еще привязал, на самом деле, вот у нас иконочка есть, да, замечательная. Я бы к нему прям к хедеру, наверное, или лучше к иконочке, давайте посмотрим, как она у нас выглядит, иконочка. Привязал бы значение, хотя что значение, прям здесь, да, его добавим просто. Значит, это у нас будет span, и он будет в себе иметь количество элементов в корзине. Как нам его получить? Ой, я говорю, буду корзину говорить, да, я имею в виду про избранную, если что. Const, use, selector, помните, у нас это уже было, мы это уже все прекрасно знаем, да? Ну, каждый раз дергать use selector для того, чтобы получить favorites, мы будем получать и там, и здесь, и в других местах, много где. Каждый раз дергать это неудобно. Опять же, у нас React позволяет все дело оптимизировать красивенько, поэтому мы это копируем просто, выносим в кастомный свой хук, new file, use favorites. И все, и наслаждаемся жизнью, собственно, у нас есть кастомный хук, который нам просто в разы упрощает нашу жизнь, да, и мы в одном хуке все это делаем, а потом просто дело, собственно, получаем, да, вот и все. Я бы, знаешь, как сделал, ну, я бы вот так, наверное, сделал. Тут как угодно, с вами можно сделать, хоть так, хоть эдак, без разницы. Теперь здесь мы убираем, здесь нам точно не, хотя нет, здесь он тоже нужен, да, не забываем про это. Const, use, можно еще запишите себе домашнее задание, можно еще сюда же в use favorites, во-первых, его оптимизировать, да, чуть-чуть, ну, не в данный момент, да, а когда вы, допустим, вынесете эту логику туда же, допустим, сделайте функцию эту, вынесите ее здесь, чтобы вы могли получать отсюда функцию, чтобы тоже немножко отрефакторить наш код. Вот, и там нужно будет use callback использовать, опять же, из прошлого ролика можете глянуть. Так, это мы сделали, теперь вот такая штука берем. Что ты ругаешься, не понял? Потому что мы тут не импортировали, да, он ругается. В JavaScript это нормально, ребята, он вам не будет подсказывать, если у вас импорт либо нету, будет вот так сразу ошибку выдавать. Так, здесь берем то же самое, взяли favorites, все. Теперь мы сюда отображаем favorites length, длину массива, и, собственно, вот наша циферка. Теперь мы это убираем, здесь идем header span. Значит, в спане мы делаем font size, ну, типа 12, наверное, он обычно идет такой небольшой. Значит, сейчас быстренько сообразим, что нам здесь нужно придумать такое интересное. Background color. Возьму такой, знаете, этот голубенький возьмем такой. Я думаю, да, можно даже чуть поярче было взять. Так, давайте вот так возьмем. Окей. Блин, сильно, наверное, токсично. Давайте вернем назад. Так. Ладно, пойдет, ребят. Пойдет. Что нам еще нужно? Округлить его. Значит, border radius. Я уже эмит, ребят, забыл, честно вам признаюсь. 100 лет уже не верстал, именно прям полноценно, поэтому все подзабыл. Так, width 10, height 10 примерно, да? Да, наверное, меня это все устраивает. Display flex, items center, так, justify content center тоже. Вот так. Давайте все-таки по 12 пикселей сделаем, а там уже подгоним шрифт немного, то есть по десятку сделаем. Вот. Что еще я могу сделать? Padding bottom 1 можно сделать, чуть-чуть, да, вот так. Да, хотя мне даже не нравится, наверное, эта штука. Я бы, наверное, может, по 10 пикселей бы сделал. Ну, не по 10, а по одному, допустим. Вот что-нибудь такое аккуратненько. Кто мне мешает? Да никто мне не мешает так сделать. Единственное, я бы здесь в сам хедер, я бы ему задал бы font size. Font size, ну, типа там где-то 18, может быть. Вот так 20-очку сделаем. Дальше теперь хедеру мы делаем position relative, чтобы на основе него позиционировать. Здесь position absolute, значит топ 10. Пусть будет пока что так, right 10. Окей. Так нам нужно right теперь 20 сделать, и топ нам нужно сделать типа тоже 20. Вот что-то типа такого, я не знаю. Может быть, несуразно смотрится, но мне подойдет, в принципе, ребят, мне подойдет. Может там сделать ссылку на страницу избранное, домашнее задание у вас тоже может быть без каких-либо проблем. Так, все, ошибок нет никаких, добавляем. Это favorites добавили, видите, количество обновилось. В правом верхнем углу количество обновляется. Так, у меня картинка нормальная вроде. Нажимаем это favorites, также добавляется и удаляется все так же. Видите, циферка меняется вверху. Красиво, отлично, я бы сказал, просто шикарно. Итак, ребят, теперь мы переходим к такой небольшой прослоечке, да, перед RTK Query. А именно реализация асинхронного примера, да, на примере create async санка. То есть поработать немножко с санками, научу вас их делать, создавать асинхронный экшен, работать с экстра-редюсерами и, собственно, покажу на базовом примере, как они работают, для чего они вообще нужны и для чего я их использую на самом деле. Вот. И чем отличается от RTK Query, это был самый популярный вопрос, наверное, да, в форме, которую я составлял. То есть, Макс, а чем отличается create async санк от RTK Query? В чем их различие абсолютно? Ну, в чем их различие? Я не понимаю. Вот сейчас мы это разберем. Но перед этим, ребят, напомню про нашу шикарную подписку. Исходники вот этого проекта и любого другого проекта, который мы делаем на YouTube, можете скачать именно там бесплатно для тех, у кого есть подписка. То есть ребята, которые имеют подписку, они имеют просто расширенный доступ к нашему каналу. То есть они имеют доступ ко всем исходникам, там уже более 80 репозиториев, там огромные проекты лежат, вообще кайфуют, наслаждаются и так далее. Кроме этого, они имеют доступ в премиальный чат. У нас сейчас в основном телеграм-канале чат закрыт, да, там больше не чата. Зато общение проходит активно в нашем VIP-чате. Там 350 человек, там оказывается и поддержка, и просто есть топик по общению, есть топик по советам, есть топик по идеям нашего проекта и багам и так далее. Короче, там максимальная коммуникабельность идет, да,
с аудиторией, и мы с ними общаемся, я помогаю, наш хелпер помогает и так далее. Короче, тема невероятно крутая. Кроме этого, вы нас спросите: Макс, так а что нам 2000 рублей, да, получать какие-то там исходники, какие-то там подписки, я имею в виду на канал, Telegram и так далее, какой-то там веб-чат, зачем нам это надо? Все очень просто, ребят. Кроме этого, вы получаете самое важное, да, это 6 огромных крутых интенсивов разного уровня, начиная от начинающего, заканчивая продвинутым уровнем. Вы пройдете полный путь, начиная с верстки, бэкэнд, фронтенд, потом еще раз бэкэнд, фронтенд только для продвинутых, и потом мобильная разработка, как вишенка на торте. У вас будет идеальный просто вот путь веб-разработчика, фронтенд веб-разработчика. Но также есть там и бэкэнд, да, не забываем про это. Какие проекты мы там реализуем? То есть важно, там минимум практики, и не нужно потом жаловаться и говорить о том, что Макс там мало дает теории и так далее. Ребят, за теорией идите на YouTube, бесплатные источники, документации и так далее. У нас на сайте только практика. Это важная моя позиция. Я хочу, чтобы ребята после нашего проекта выходили практикующими разработчиками. Теории у нас навалом в интернете, очень много уроков, очень много сайтов, документации и так далее, а практики минимальное количество. Поэтому, чтобы у вас была практика, мы разработали эти интенсивы, которые позволяют вам за сжатый срок изучить огромный стек технологий и научиться разрабатывать приложения. На примере тех приложений, которые мы там разрабатывали. А мы там разрабатывали и приложения для тренировок, и приложения для просмотра фильмов на телефон, и онлайн-кинотеатр, большое, громадное веб-приложение по типу Netflix, Ока и так далее, которое мы сделали в продвинутых интенсивах. И там же как раз вы сможете продолжить свои знания по React, их дополнить и стать лучше в этой сфере. Так что, ребят, переходите по ссылке в описании, оплачивать, там есть также ссылочка вверху для оплаты из других стран, все прекрасно работает, залетайте, ссылка в описании, буду рад всех видеть, ребят, и, собственно, надеюсь, вам понравится, оставляйте отзывы потом в нашем веб-чате, там есть специальный топик отзывы, оставляйте отзывы, понравилось, не понравилось, буду улучшать и так далее. Я всегда прислушиваюсь к аудитории, если аудитория пишет, что Макс, вот недавно написали, что Макс, в следующих там, допустим, интенсиве сделай это, пожалуйста. Я записал свой лист, в следующем интенсиве я сделаю еще лучше, чем в предыдущем. Короче, каждый раз мы растем, развиваемся и так далее, и я слушаю аудиторию в нашем веб-чате. Поэтому, ребят, ссылка в описании, переходите, оплачивайте, а мы продолжаем. Итак, ребят, перед этим мы сначала разберем вообще плюсы и минусы RTK Query и Create Async Sync. Я буду подкладывать иногда, говорим честно, да, потому что вы будете смотреть, Макс, что там читаешь, в свой конспект небольшой, да, что я выписал, небольшие теоретические моменты. Вам важно понимать, чем отличается Async Sync от от RTK Query. Я буду супер путаться, ребят, потому что для меня React Query, очень похож на RTK Query, это одна и та же история практически, да, но это разные библиотеки абсолютно. Давайте разберемся. Во-первых, по поводу Create Async Sync. У нас плюсы. Может использоваться для любых асинхронных операций. В том числе, то есть мы, к примеру, можем, как мы сейчас будем делать пример, создать свой промис, да, прокинуть без проблем, без сервера, протестировать, никаких проблем в этом нету. Также мы можем использовать те же самые веб-сокеты, абсолютно никаких проблем нету. Следующий плюс — это ручная обработка состояний, загрузки, ошибки и успеха. Да, то есть это на самом деле, я бы не сказал, что плюс какой-то, это особенность, я бы так, наверное, даже сказал, да, то есть если в RTK Query он за вас сам все обрабатывает, вы не можете на каком-то этапе, нет, на самом деле вы можете это сделать, но я имею в виду, что он вам сразу отдает уже готовую ошибку в переменной error, готовые состояния загрузки в переменной isLoading, готовое состояние успеха из success переменная. Это уже он вам полностью отдает готовый переменный, скажем так, готовый объект этих вот возвращаемых переменных. А касаемо Create Async Sync, здесь ситуация немножко иная. То есть здесь вы сами на определенном уровне делаете проверку, да, и на определенном уровне вы сами меняете состояние. Вы можете там хоть добавить ошибку, хоть убрать ошибку, добавить лодинг, убрать лодинг и так далее. Вы сами, короче, все это создаете полностью с нуля. Это как и плюс, так и минус, это просто, я бы сказал, особенность определенная. Перейдем к плюсам RTK Query теперь. У RTK Query, ребят, невероятный плюс — это автоматическая генерация экшенов, редюсеров и хуков для выполнения запросов, мутаций и кэширования данных. Что я имею в виду? То есть он сам за вас, мы еще сейчас дальше перейдем к другому плюсу, он сам будет генерировать уже готовые хуки, да, то есть это будет, к примеру, это будет хук use get products для получения продуктов. Вы его выводите прямо в компоненте, получаете все продукты без проблем. В том же Create Async Sync вам приходилось бы дергать диспатч какой-то и так далее, это вообще не то, это вообще не та картина. Это абсолютно разное, я вообще не вижу смысла это сравнивать, но я это сравню, потому что вы попросили, скажем так, да, чтобы вы понимали, что это вот абсолютно разные штуки и абсолютно для разного они созданы. Следующий плюс — это встроенные инструменты для кэширования и обновления данных. То есть помните, как в React Query, то же самое и в RTK Query, мы можем получить данные с сервера, допустим, те же самые продукты, там машины, товары, неважно, что угодно, получили с сервера, дальше записывается в кэш. Это нам позволяет оптимизировать сайт, то есть данные будут браться в следующий раз из кэша, и не будет происходить по новый запрос, данные будут браться просто из кэша. И также у нас есть инструментарий для того, чтобы мы могли инвалидировать этот кэш. То есть мы могли его, дальше более правильно сказать, наверное, ревалидировать кэш. То есть, допустим, добавили там через форму новую машину, сделали ревалидацию,
пришли новые данные сервера, все отлично получилось. Мы, по-моему, в курсе по React, мы уже докасались React Query немножечко, и вы уже это помните, да, как мы это делали. Так что не пропускайте предыдущие уроки. И последний плюс — это шикарная интеграция с React. Вам не нужно вручную подключать тот же самый useSelector, useDispatch, который мы использовали до этого, да. Вы просто берете там useGetQuery условно, как use там mutation, да, какой-то и так далее для post-put запросов и delete и так далее, да. То есть вам не нужно делать какие-то хуки, у вас уже есть готовый инструментарий для этого. Ну, мы к этому еще вернемся, вы закрепите на практике. Опять же, я теорию не люблю, но я рассказал, чтобы вы хотя бы немножечко поверхностно этого коснулись. Пишите в комментариях, ребят, вставлять такие вот моменты теории или не нужно. Вот это очень важно написать в комментариях. Так, что, ребят, еще дальше? А дальше переходим к разбору самого кейса, да. Я ставлю свой телефончик на подставочку, да, и мы с вами разберем базовый use case для того, чтобы, собственно, понять, как работает наш Create Async Sync. Давайте этим займемся. Во-первых, я создам такой как бы фейковый пока что store. Ну, я имею в виду, короче, сейчас вы поймете. Как будто у нас есть user, чисто для примера. Делаем user_slice.js, export const user slice. Мы его пока просто создадим без ничего внутреннего. Create slice. Тут мы с вами уже проходили, поэтому я останавливаться на этого не буду. Здесь мы делаем users, здесь мы делаем initial state, пустой объект будет. Reduce у нас будет пустые. Все. Теперь нам нужно создать тот самый Create Async Sync. Как мы это будем делать, ребят? Мы с вами для этого переходим непосредственно, создадим новый файл, user, назову его actions. Тут уже будет, обратите внимание, в отличие от обычного Redux Toolkit, когда мы используем асинхронные экшены, мы их создаем сами. То есть он нам их не может отдать, мы их создаем сами, чтобы мы их могли контролировать. Поэтому создаем обычный экшен, это обычная функция export const. Она будет называться get user, допустим, получение юзера по ID-шнику. Далее мы в ней будем получать в качестве аргумента user ID. Отлично. Так, user ID, ребят, немножко не здесь. Сейчас давайте закомментируем пока что. Мне нужно создать сначала вот ту самую функцию, фейковую функцию, как будто у нас идет запрос на сервер. Давайте этим займемся. Создадим const fetch, как будто функция из нашего сервиса. Fetch user by ID. Окей. Вот тут мы уже получаем user ID, да? Получили. Дальше, что мы с вами делаем? Мы создаем новый промис. Ну, мы инициализируем как бы такой фейковый запрос на сервер. New promise. Дальше мы указываем resolve. Окей. Разворачиваем здесь, чтобы инструкцию здесь описать какую-то. Даже, наверное, инструкция не нужна, да, мы, наверное, просто будем возвращать промис, resolve сразу. Возвращаем мы set timeout, делаем небольшой тайм-аут, чтобы была какая-то задержка определенная. Ставим здесь 1000 миллисекунд, и тут уже возвращаем сам resolve. Возвращаем какие-то данные здесь. ID, допустим, 1, name, max, ну, к примеру. Итак, что у нас получилось? У нас функция, которая типа получает данные по нашему ID-шнику текущего юзера с сервера. Получаем данные. Далее мы с вами делаем new promise, да, такой создаем промис, скажем так, да. И с помощью resolve дальше делаем set timeout, да, задержка на секунду, и resolve у нас будет возвращать этот промис. Вот и все. Возвращаем типа юзера нашего. Давайте протестируем эту функцию. Так, я это все сделаю. Окей. Так, тут, во-первых, сначала мы делаем create async sync, создали. Тут мы обычно первым аргументом описываем, как будет называться наша санка. Я называю обычно users by ID, ну, что-нибудь в таком формате. Вторым аргументом принимает себя асинхронную функцию. Мы ее принимаем здесь, да. Здесь мы получаем то, что будем в экшене получать в качестве аргумента, это user ID. А вторым моментом мы получаем наш замечательный непосредственно sync API. Он нам для кое-чего потребуется дальше. И выполняем запрос const response await. Значит, мы делаем этот fetch user by ID. Здесь мы указываем user ID. User ID мы откуда берем? Правильно, отсюда user ID. И в конце мы возвращаем просто response. Окей. Так, у нас здесь, видите, ошибка, он пишет, что await у нас не имеет эффекта никакого, потому что мы здесь должны вернуть именно промис, а мы его пока что просто выполняем. Вот, возвращаем промис, тогда это будет являться уже промисом непосредственно. Видите, идет возврат промиса. Так, в принципе, наша функция уже полностью описана. Нам теперь осталось описать extra reducer, то есть, что мы будем делать, опять же, при загрузке, при ошибке и при успешном запросе. Вот это мы сейчас будем с вами дело описывать. Вот, а по поводу sync API, ребят, что можем с ним делать? К примеру, мы можем обработать ошибку, да, мы можем, допустим, сделать try catch. Ну, у нас не будет ошибки в нашем примере, да, у нас супер базовый пример. Ну, допустим, обработали ошибку, и в конце мы тогда отдаем sync API, может сделать диспатч какой-то, да, условно, за диспатч какой-то экшен в любой нужный момент, может получить текущее состояние, если нам потребуется это сделать, вот, может, допустим, reject with value, вот как раз то, что мы будем делать, и тут мы отдаем value, вот. Я сделал reject with value просто с нулевым value, вот с таким вот, все. Вот так я оставлю. Так что sync API позволяет вам обратиться к вашему состоянию и, допустим, если вам нужны элементы состояния, там, что угодно можно с ним сделать, без проблем. Ну, вот метод только что я вам показал. Теперь переходим в слайс обратно и описываем наш extra reducer. Тут у него есть билдер замечательный. Билдер разворачиваем. И у билдера есть, собственно, опять же, фигурные скобки. И описываем дальше кейсы. Значит, первый кейс, допустим, этот кейс нажимаем. Берем, значит, наш get user by ID. Это, так, как у нас там называется action сам? Get user by ID. Так, что он это не импортируется, get user by ID.
точка, у него с вами есть, смотрите, pending, состояние pending, видите, есть дальше fulfilled, это состояние, или fulfilled, да, более правильно, это состояние, когда уже все успешно прошло. И есть состояние, по-моему, rejected, да, то есть когда ошибка вылетела. Вот, мы с вами берем состояние pending, да, это вот только вот мы отправили запрос на сервер, что будет происходить? Вот только при отправке запроса на сервер. Ставим запятую, указываем state и разворачиваем стрелочную функцию. Смотрите, у нас initial state пока что пустой, да, давайте мы зададим к нему как будто loading, давайте isLoading будет равно false по дефолту. И какая-нибудь, допустим, ошибка. Ну, ошибки у нас не будет явно, сами потом напишите, если вам нужна будет ошибка. Ну, давайте, ладно, для примера сделаю, и error будет пустая. Ну, либо null, вот так. Ну, и типа из success можно, допустим, сделать, если хотите. Ну, и success смысла нет, у нас будет просто сам юзер создаваться сразу же. Вот сам юзер. Значит, при первой отправке запроса у нас будет state, isLoading будет true, то есть пошла загрузка. И, в принципе, все, описываем следующий use case. Так, builder, вот так делаем. Следующий, add case. То же самое, копируем. И тут уже делаем не pending, а fulfilled. Отлично. Уже загрузка прошла, мы делаем false, закрываем загрузку. Теперь state user, мы назначаем нашего юзера, который к нам приходит извне. А извне он нам приходит с помощью action payload. Отсюда забираем state и вторым моментом забираем action. Помните, мы как делали с вами в обычном редюсере? Action payload. Вот и все, юзера получили. Так, и еще один момент, add case. Это у нас будет уже ошибка. И при ошибке, значит, при ошибке, ошибка, это у нас будет rejected. Значит, у нас тогда будет опять же false. Загрузка закончена в любом случае. И при этом выведем-то ошибку. Error у нас будет, ну, какая-то ошибка условная. Мы должны получить отсюда. Также получаем action. И тут, по идее, будет action, payload, error. Вот так. Окей. Ну и на всякий случай можно обнулить еще юзера, потому что у нас на этом этапе его точно должно не существовать. Вот и все. Так, я, может быть, уменьшу шрифт, ребят. Что-то как-то мне кажется, что вам уже не видно будет адекватно. Давай чуть уменьшим шрифт. Надеюсь, вам будет нормально, кто там с телефона смотрел. Вот, потому что хочется, чтобы вы видели полную картину, чтобы это адекватно. Потому что при слишком близком зуме не так хорошо видно. Значит, смотрите, что мы делаем еще раз. Это разбираем. Создали слайс. Это мы с вами уже все знаем прекрасно, да? Редюсеры нам не нужны в этом случае. Мы используем extra редюсеры, потому что мы используем асинхронные экшены. Собственно, мы используем билдер специальный, да, который есть внутри Action Reduce Map Builder, который есть внутри самого Redux Toolkit. И с помощью билдера описываем кейсы различные. Первый кейс, когда у нас pending, то есть когда запрос только ушел на сервер, мы идем в состояние загрузки true. То есть, значит, допустим, загрузка пошла, крутится у нас какая-то крутилка на сайте. Второй момент, когда все успешно прошло, мы загрузчик останавливаем и начисляем нашего юзера, записываем наше состояние. Записали. Третий use case, когда у нас ошибка, мы false загрузку останавливаем также, юзера обнуляем на всякий случай и ошибку также записываем. Все. Ошибку можно записать как раз отсюда, который мы передали с помощью reject with value. Можно, кстати, ее error передать вот так. Вот так можно передать, кстати. Окей. Теперь давайте его в наш store запишем в общем. Store. У нас здесь будет уже users. Значит, тут также мы заимпортим. Import. Так, а я могу заимпортить user slice? Users. Не подскажешь, да, мне он user slice? User. Так. Вот user slice. Отлично. Я, наверное, user сделаю так. Так. Все, тут мы все оставляем так. Окей. Теперь мы должны с вами это все дело, во-первых, use actions наш, да, записать. Новый наш action, который появился. Через 3 точки у нас есть user. Так, user slice и actions, да. Ну, можно, помните, можно экспорт отсюда сделать экшенов, можно вот так, как я сейчас сделал. Тут уже как бы на ваш вкус и цвет. Все, экшены готовы. Теперь давайте дадим наш компонент какой-нибудь для теста чисто. Чисто в рамках теста. Давайте new folder, user.gsix. Я его потом уберу, мы просто сейчас делаем в рамках теста, опять же. Назначим его здесь, user, export default function, user. Окей. Возвращаем, допустим, какого-нибудь юзера. Так, давайте вернем div, в котором будет h1 наш юзер, да? Так, сохраним. Здесь быстренько импортируем. Все, сохранили. Вот наш юзер появился. Мы потом закомментируем компонент, мы его сейчас чисто для теста. Окей, теперь как нам использовать наш асинхронный экшен? Давайте его используем. Собственно, диспатч нам уже больше не нужен в любом случае, да? Давайте получим состояние, во-первых. Помните, у нас есть use selector, в нем есть state. В state есть users, точнее user, да, по-моему, есть. И здесь мы забираем интересный момент. Давайте сначала просто примем state, чтобы я хочу посмотреть, что в нем вообще есть. Так, давайте с помощью дебаггера сделаем для теста, чтобы вам было понятно, как им пользоваться. Дебаггер делаем, к сожалению, нужно отдалить. Вот, наводим на state и видим undefined. Интересно, undefined, потому что у нас произошло? Что-то у нас, ребят, не приконнектилось, получается. Странно. Давайте просто state пощупаем, сам state по себе. Вот, сам state принимает себя favorites. То есть он почему-то не принял в себя users. User slice. Store. Потому что user slice .reducers, ребят. Не забываем этот момент. .reducer мы ставим. Я просто забыл это написать. Обновляемся, наводим сюда. И вот, теперь есть user. И вот у него есть ошибка, isLoading и user. То наше дефолт состояние, которое мы задали как раз в этой части. Вот оно. Отлично. Так, теперь мы это убираем. Теперь мы отсюда берем state.user. Тут получаем, значит, isLoading. Потом error. Потом, что там еще у нас есть? И самого юзера, да? И самого юзера. Окей.
Так, тут мы, во-первых, можем указать user.name, если он вдруг будет каким-то образом. А у нас name получается, поэтому name будет на 100%. Так, дальше что еще мы делаем? Загрузчик, да, то есть мы делаем загрузчик. Если из loading, то идет загрузка. То есть я сделал просто div loading. Хотя могли там крутилку сделать, но я уже на это время тратить не буду. Loading. Так, закрываем. Окей. Иначе, если ошибка, то мы делаем ошибку. То есть мы делаем div и вводим error. Ошибку вы там уже сами обработаете, у всех она по-разному приходит с сервера, как бы тут уже зависит от сервера больше, то есть как у вас в каком формате приходит ошибка. И иначе, собственно, если юзер есть, то мы тогда выводим вот эту штуку все. А иначе мы ничего не выводим просто. Иначе h1 user not found. Вот так мы сделаем и закроем. Так, окей. Пока что мы сделали, но по понятным причинам у нас это сейчас не будет срабатывать, потому что, ну, собственно, потому что юзера пока что нету. И тут нужно другую проверку, ребят, сделать. Другую проверку. Тут нужно сделать не юзер, да, а username я лучше сделаю проверку. Потому что объект он не будет искать все равно. То есть он по объекту он нам не скажет, есть юзер либо нет юзера. Вот теперь user not found, видите? Окей, что нам нужно сделать? Нам нужно дернуть наш запрос. Каким-то образом его дернуть нужно. Как мы это будем делать, ребят? Все очень просто на самом деле. На самом деле все очень просто. Мы берем наш useActions, помните, да, const useActions, и у него, собственно, забираем с вами, так, toggle favorites, подожди, toggle favorites, он нам, опять же, подсказок не даст, да, ну, toggle favorites дает нам подсказку, потому что у нас уже, как бы, мы его уже делали, а нам нужно немножко иначе, у нас он назывался, вот, get user by id, берем отсюда, теперь выполняем, делаем кнопочку, button, которая будет, собственно, получать нашего юзера, так, get user, так, on click, тут мы выполняем обычный action. Get user by ID, передаем сюда и получаем первого нашего юзера. Итак, get user нажимаем, какую-то ошибку выдает, давайте посмотрим, что за ошибка у нас. Так, консольку. Get user by ID не найдена такая у нас, значит, функция. Отлично, не найдена. Давайте посмотрим вообще все экшены, которые у нас есть. Вот видите, в этом минус TypeScript, ой, JavaScript обычно без TypeScript мы не видим, какие у нас есть экшены. Это, конечно, проблема. Ага, у нас только toggle favorites передался. Ага. Так, подожди-ка, давай еще раз перейдем. User action. А, мы неправильно с вами сделали, да? Да, я сделал неправильно, ребят. Смотрите, в чем я, где я накосячил? Смотрите, если перейдем в user actions, мы с вами видим, что я передаю из user slice экшены. Но это ошибка, да? Почему? Потому что, ну, почему? Потому что мы берем не экшены, мы сейчас берем экшены, которые синхронные экшены. Вот помните экшены, которые вот здесь, в редюсере? А у нас ни один редюсер не описан, у нас вообще их нету. Поэтому нужно получить экшены, которые мы создали сами именно здесь. А их мы получаем немножко иначе. И я вам покажу пример сразу для больших приложений, если у вас их много. То есть мы могли, так, actions, мы могли получить вот так вот, да, один экшен и сюда вывести. Но это, понятное дело, что это не масштабируемо и так далее, поэтому мы получаем все как user actions. И тем самым мы забираем все экшены, которые там есть, и разворачиваем их здесь. Все. Еще раз возвращаемся теперь на этот этап. Так. Теперь смотрим сюда, и как видите, у нас появился экшен, называется он get user by ID в консольке. Отлично. Get user by ID получили, обновляемся, нажимаем get user, идет загрузка, и наш юзер был успешно получен. То есть, как еще раз обновляемся, get user, идет загрузка, лоудинг, и юзер был успешно получен. Вот, то есть идет запрос еще раз в базу данных, в якобы такую базу данных, которую мы сами здесь создали с помощью обычного промиса. Вот, и дальше мы выполняем create async sync, указываем ключ, который у него будет непосредственно, да, и выполняем саму функцию. Также обрабатываем ошибку в случае чего. Вот, если, допустим, есть fetch by user, мы его даем сюда, возвращаем здесь, тут мы его получаем. Отлично, отлично. Вот так работает, собственно, create async sync. Сейчас мы переходим плавненько с вами к RTK query и научимся уже работать непосредственно с ним. Для начала давайте создадим небольшую базу данных, вот, для того, чтобы нам как-то это все дело заработало. А может прямо в этом проекте внутри создадим? Зачем мне какой-то там проект создавать? Да? Да? Почему бы нет? DB.json. Мы будем использовать с вами JSON сервер базовый максимально, чтобы просто вот протестировать наше приложение, нам этого достаточно будет. JSON сервер это такая база данных, которую мы создаем просто из файла JSON. Все. По-моему, пишем дата, да, и по-моему здесь мы описываем уже то, что нужно написать, да, дата, наверное, вот так, и тут уже описываем типа там cars, не cars и так далее. Recipes и вот так, да? Давай сейчас протестируем, я не уверен, ребят, честно вам признаюсь, не уверен, сейчас протестируем. Нет, дата здесь не нужна, ребят, я посмотрел, дата не нужна, да, дата лишняя. Я просто, честно говоря, редко пользуюсь этой штукой, ну, чисто вот в рамках роликов только. Я просто открыл предыдущий урок, который мы с вами делали, cars, recipe, ну и все, в принципе, можно передавать, да? Так, ID будет 1, допустим, name будет, наши рецепты будут определенные. Где я их буду брать рецепты? Смотрите, у меня, собственно, есть замечательная такая база данных, вот, мы это очень все скачаем, потому что там нет возможности добавлять, а мы хотим научиться также добавлять, поэтому мы будем делать свою. Вот, ребят, вот такой, собственно, такая пишечка, и мы отсюда с вами все дело покопируем немного. Так, это у нас будет название, окей, и картинка. Подожди, а мы же можем отсюда брать прям картинку? Можем, да? Отлично, давай прямо отсюда возьмем картиночку. Красота. Это у нас будет называться image. Ну, там у них называется по-другому, там в nail у нас будет image называться. Image. Все. И также создаем еще другие 4.
Опять же, скачать эту базу данных, которую я сейчас заполню, можете уже также по ссылке в описании, да, по подписке нашей, без каких-либо проблем. Ну, вы сейчас сами видите, как она работает, поэтому можете делать и без подписки, если, допустим, вы не готовы платить. Так, закроем здесь быстренько и покопируем. Просто вам-то придется копировать вручную все. Вот. Я все на А здесь сделал, потому что у них нет возможности получить все бесплатно именно, да, только платно, поэтому я так делаю. Так, это мы copy-link, это мы сюда вставляем. Сейчас поставлю, ребят, на паузу и все это дело закончим. Так, ребят, вот еще две штучки еще заполнил. Сохраняем. Теперь запустим наш JSON сервер и протестируем его. Так, откроем новую вкладку просто. Каждый раз забываю, как запускать JSON сервер. Собственно, его установите глобально сначала к себе с помощью команды npm install global JSON сервер. Вот, я уже установил JSON сервер. Выбираем файл, который будем запускать, db.json. И здесь указываем параметр типа порт. У меня будет 4200 и watch, чтобы у нас шло просмотр при изменении баз данных. Автообновление-то будет. Так, порт, видимо, не так пишется все-таки. Порт, видимо, с маленьким. Вот так вот порт пишется. Да, все, порт поменялся. И можем попробовать перейти. Переходим в браузере. Так, давайте скопируем. Тут меняем сразу на наш сайт. Открываем, и вот наша API-шка не готова нифига. У меня, по-моему, конфликты, ребят, может быть, с другим проектом. Давайте поменяем этот порт. Могут быть конфликты у меня определенные. Да, все, теперь конфликтов нету. Resipes. Все, вот теперь все отлично работает. У меня просто был другой запущен сервак также. Окей, мы это сами сделали. Вот, на этом, собственно, на примере вот этого вот API-шки мы будем с вами сейчас получать все наши рецепты и их добавлять также новые, без каких-либо проблем. Единственное, я бы вернул бы назад эту штуку, потому что нам она потребуется. Я бы на букву B, допустим, написал, вот, чтобы нам еще один мил взять и потом для примера, чтобы нам его вставить непосредственно. Вот, ну, когда мы захотим сделать добавление. Так, это мы уже можем закрыть, это что-то мы еще можем также... Ой, это мы не можем закрыть. Так, я, во-первых, юзера удалю, ребят, пока что, закомментирую, да, вы там сами раскомментируете, если вам потребуется. Итак, ребят, в начале ролика я уже, в принципе, с вами поделился в RTK Query, что это такое, для чего он нужен и так далее. Поэтому вы уже всю вводную теорию знаете. Если нет, то промотайте на тайм-код, посмотрите, я там рассказал, для чего используется RTK Query в целом. И сейчас мы переходим к полноценной практике. Мы сейчас попробуем внедрить RTK Query в наш Redux Toolkit приложение. Давайте этим, собственно, займемся. Итак, ребят, давайте начнем, собственно, создавать с вами нашу первую API-шку в RTK Query. Значит, создадим, во-первых, в сторе new folder API, создадим новый файл API.js. Смотрите, как происходит работа. Некоторые новички допускают ошибку и каждый раз создают новый API для разных сущностей. К примеру, новый API для юзера, новый API для продуктов, новый API для рецептов и так далее. Это неправильный подход, я еще это говорил в предыдущих роликах также, в том же YouTube 2.0, когда мы делали приложение. Важно понимать, что вы тем самым пересоздаете каждый раз инстанс, да, зачем это делать каждый раз по-новому? Вы, как делать правильно, да, по документации, вы создаете API один раз, а потом в него просто инжектите новые сущности, да, которые вам нужны будут. Просто инжектите endpoints с помощью специального метода, так он называется, inject endpoints, создаете новые endpoints без каких-либо проблем. Давайте создадим сначала свое API. Это то, с чего будет начинаться наше приложение. Export const API равно create API. Так, ребят, что-то он не подсказывает create API, может быть, что-то поменялось в новой версии, давайте мы чекнем. Так, RTK Query Overview посмотрим. Может быть, вот create API. Ну, вот эта штука. Так, а почему не подсказалось тогда? Не знаю. Так, еще раз, create API. Работаешь, да? Да, работает. Окей, я не знаю, в чем была проблема. Итак, тут есть, смотрите, есть очень много всего интересного. Есть endpoinты, которые будем описывать, да, сами endpoinты. Есть base query. Я специально endpoint, наверное, в этой части описывать не буду. Если мы их можем оставить пустые, я лучше бы создал отдельный API под рецепты, чтобы показать именно принцип инжекта, да, как мы можем впрыскивать новые endpoinты, да. Потому что здесь я мог бы здесь описать, но это не будет немасштабировано немного. Вот, reducer path, дальше путь нашего редюсера, tag types, уже для ревалидации тегов в дальнейшем, refetch and focus и так далее. Этим мы с вами также разберемся. Так, опишем reducer path. У нас это будет, в принципе, просто API. Вот, и опишем base query. Помните, мы в Axios с вами, тут Axios уже не нужен, он уже есть как бы внутри под капотом, да, это, кстати, отличие от React Query. И тут нам нужно прописать, что у нас по умолчанию уже будет какой-то начальный путь для всех адресов, скажем так. И для получения одного рецепта, и для получения многих рецептов всегда будет общий один путь. В нашем случае это localhost 4300, это наш рутовый путь нашего сервера, скажем так. Поэтому делаем base query. Потом делаем fetch base query, импортируем его отсюда. И у него делаем base URL, который у нас будет вот как раз таки тем URL. Я его напишу здесь, но вы его, как я вас учил в предыдущем ролике по Next, вынести в отдельный файл env и там наслаждайтесь, да. И я в рамках этого ролика позволю себе это не делать. Localhost. Давайте, чтобы хоть как-то было красиво, все-таки в константу хотя бы вынесу, я не могу так смотреть. Const API URL. Так. Localhost 4300 /API. Ой, у нас не API идет, у нас идет /resite. Вот так. Хорошо, и это будет нашим базовым URL как раз. Что еще здесь? У нас есть body, мы можем как-то его конфигурировать, изменять и так далее. Есть методы, есть кэширование, хедеры и так далее. То есть мы здесь можем полностью сделать настройку нашего
нашего вот этого инстанса, скажем так. То есть как мы в Axios настраиваем инстанс, также здесь мы можем сделать настройку инстанса. К примеру, там хедеры прописать какие-то, да, авторизации и так далее. Все это происходит именно здесь. Этим, кстати, занимались вот опять же в приложении Rutube 2.0 на YouTube и в интенсиве для продвинутых. Этим мы занимались. Так, хорошо, идем дальше. И давайте мы сразу для ревалидации создадим здесь тег-тайпы. Тег-тайпы, у нас будет один тег-тайп, пока что recipe. Вот. Это опять же напомню, что когда мы, допустим, добавили новый рецепт, чтобы у нас сразу обновили все рецепты, чтобы список сразу переобновился. Вот. Для этого нам нужно подернуть нужный нам тег. А чтобы подернуть тег, нужно его создать. Вот мы создали тег, по которому это уникальный ключ, по которому будем дергать, переобновлять наше состояние, скажем так. Вот. И я не хочу указывать endpoints, вот здесь именно, потому что я хочу вас научить, как их брать извне. И давайте как поступим. Я опишу здесь, а потом мы перенесем туда лучше, чтобы вот так было вам понятнее. Итак, endpoints. Берем наш билдер, который мы уже все прекрасно знаем, билдер. Стрелочная функция, да, и возвращаем наш объект. Вот. Тут он принимает в себя option определенные. Значит, у нас будет называться, первый наш endpoint будет называться getRecipes. Получение всех рецептов. getRecipes. Делаем двоеточие, builder. У него есть query. Есть мутация из query. Мутация для того, чтобы мы делали там удаление, добавление, обновление и так далее. Вот даже пример, видите, здесь есть. А непосредственно query. Query для того, чтобы мы могли там получать посты там и так далее. Вот, наш случай пока что query. Query. Открываем фигурные скобки, указываем здесь сам запрос query. Стрелочная функция. И будет у нас путь у него, по-моему... А пути у него здесь, по-моему, нет, просто слэш ставим, потому что у нас уже вот этот путь, он уже является как бы корневым. То есть нам ничего больше писать не нужно, именно для получения всех рецептов. Давайте мы, наверное, сейчас не будем писать по поводу ревалидации тегов. Я к этому вернусь чуть дальше, чтобы мы здесь описали, чтобы вы это могли по тайм-коду потом посмотреть. Сейчас мы просто не хочу это писать именно в этой части. Тут потом, короче, еще будем писать привязку тега делать. Так, и давайте сразу же опишем добавление нового рецепта. Create recipe. Опять же, builder. Значит, делаем mutation, здесь делаем mutation, и сам запрос будет тоже по этому же идти адресу. Только мы здесь уже принимаем какие-то данные, то есть в нашем случае это один рецепт, да, а здесь мы их уже отдаем, только мы не так отдаем, а вот так. Только мы должны объект отдать, вот так, да, и отдаем здесь непосредственно, но подсказок нету, к сожалению, почему-то, ну, body, да, мы должны отдавать, body это является recipe, а здесь мы еще отдаем сам query. А, ребят, я, по-моему, неправильно здесь сделал, да, то есть мы делаем mutation, а здесь уже делаем query, по-моему, вот так вот. И тогда должны быть подсказки. Да, вот тогда, видите, есть body. Окей, тогда body отдаем, здесь делаем query, да? А, URL, все правильно. URL по умолчанию, вот. И больше нам ничего передать вроде не нужно. Передаем body как раз, когда для добавления, и все. А, ну и метод также передаем, метод post. То есть метод для добавления. Окей, сохранили. Вот так мы описали наши эндпоинты. Еще раз повторю, что мы здесь сделали. Создали общий API. У него reducer path будет API. Tag type recipe для того, чтобы потом переобновляли по этому тегу. Base query базово в начальную строку добавляем recipes, чтобы уже это была начальная строка, чтобы каждый раз ее не вставлять вот сюда, допустим, да. Вот. Дальше создаем endpoint. Один endpoint это один запрос на сервер определенного типа, скажем так. Да, в нашем случае, допустим, получение рецептов один запрос, создание рецепта другой запрос и так далее. Получение рецепта, builder query, да, потом создание рецепта, builder mutation, мутация, да, идет, помните, мутация на создание, на удаление, на обновление и так далее, все, что кроме гета идет, и дальше сам запрос query, body прокинули туда, да, что мы будем обновлять, что будем создавать, URL и метод, которым будем это все делать. Окей, как мы делаем в больших приложениях? Создаем здесь новый фолдер обычно, ну, или можно файл даже, recipe.api.js, export const recipe API мы делаем, тут мы делаем API, берем API, да, inject endpoints, вот так вот, да. И уже здесь описаны наши эндпоинты. Вот то же самое, что мы здесь описывали, также мы абсолютно все дело описываем, все наши эндпоинты. Не знаю, наверное, здесь можно не писать, вот этот момент не знаю. Я просто вам показал именно такой подход, более правильный, скажем так. И теперь у нас отдельно вынесена логика по работе с рецептами, отдельно идет просто общая API. Вот и все. И так делайте каждый раз, когда вам нужно там создать какое-то новое свое API. Теперь добавим это все в store. Давайте заглянем документацию, как нам это в store добавить все. Так, это мы уже все с вами сделали, проделали, это понятно. Конфигурация store. Значит, смотрите, чтобы в store нам это добавить, нам нужно сделать такую функцию, да. Идем сюда, вот наш reduce, combine reducer идет. У нас вот есть Pokemon API, ну это в его примере, да, в нашем случае идет просто API, который мы не можем даже отсюда забрать. API, reducer path и вот API reducer. Все. Вот таким образом у нас все это дело устроено. Дальше что нам предлагает? Middleware еще добавить, да, обязательно. Middleware, мы дальше идем к разбору этого middleware обязательно. И это уже идет ниже, вот сюда. Так, тут, по-моему, надо что-то указывать. Так, здесь мы указываем именно API reducer. Вот так вот. Так, и в принципе все. Единственный нюанс. Так, он нам как будет отдавать? Export const, давайте попробуем забрать у recipe API. Что мы у него можем забрать? Ничего мы у него забрать не можем, да? Да, мы у него забрать не можем, скорее всего, можем забрать у API самого. Давайте попробуем у API забрать, export const, и попробуем из API что-нибудь вытащить. Так.
Почему-то мне не подсказывает, а он, может быть, и не будет подсказывать, потому что у нас нет TypeScript. Короче, он, по идее, должен давать такую картинку, вот смотрите. И сейчас перейдем, где он его забирает. Да, он его забирает из Pokemon API, видите? Забирает его отсюда. Но мы его не можем как бы забрать. Вставим давайте. Потому что как будто у нас, того, что нет TypeScript, он не может его подхватить адекватно, к сожалению. Поэтому без TypeScript, ребят, конечно, это вообще очень сложно разрабатывать. Не рекомендую, как можно быстрее переходите. Так, Pokemon by name query. У нас это будет, получается, если я все правильно понял, get recipes, use get recipes, что ли оно будет, или как? Окей, ребят, давайте мы сейчас перейдем сюда. Да, по идее он должен, смотрите, я просто не понял, как он именно это делает. Смотрите, давайте сделаем use get recipes, а в конце мы сделаем query. Вот так, по-моему, он делает. Сейчас протестируем этот момент. Вот. Так, идем, значит, мы в app, да, сюда. Вот наши recipe айтемы. Давайте попробуем получить вообще что-нибудь. Const. Видите, ребят, без TypeScript, конечно, вообще сложно, он нам не дает ничего адекватного, мы не понимаем, есть у нас такое вообще или нету. Так, давайте получим хотя бы из loading и какую-нибудь дату получим. Просто нужно проверить, она вообще приходит или нет. Console log дата. Обновляемся, идем сюда, обновляемся, и вообще пустота у нас какая-то. Так, смотрим здесь. Так, у нас, конечно, очень какая-то здесь беда прям с... Посмотреть консоль нашу. Вот, консоль. Inject endpoints is not a function. Мы ее... В смысле, почему is not a function? Возможно, ребят, из-за того, что мы там оставили пустым, возможно, из-за этого он не видит inject endpoints. Давайте один туда перенесем, вернем обратно, наверное. Да, вернем. Мало ли что, может быть, ему это не нравится. Я вот так лучше сделаю. А здесь мы тогда... Да, видите, ошибка-то пропала, ребят. То есть важно, чтобы здесь был обязательно хотя бы один endpoint. Вот. Ну, какой-нибудь сделать там endpoint глобальный, я не знаю. Я вот так сделал, чтобы вы понимали разделение логики примерно. Обновляемся. Вот приходят наши массивы. Все, вот наши товары пришли. Вот. Давайте их выведем быстренько, вот, и я тогда уже сделаю паузу. Так, значит, выведем, значит... Берем сюда. Да, если загрузка из loading, то мы делаем loader, div, loading. Ну, там ошибку сами обработайте. Так, div. Окей, иначе, если дата есть, то мы делаем data.map, recipe. Забираем дальше recipe item с вами. Сюда передаем сам recipe. Передаем ключ, не забываем ключ, обязательно нужно, когда map делаем. Ключ. .id. И, в принципе, так, это мы с вами сделали, теперь это мы убираем, уже нам больше не нужно. Так, что еще? И иначе, да, если вдруг что-то пошло не по плану, вот тут иначе, то мы делаем сообщение о том, что не найдено. Not found. Сохраняем, и вот наши товары вывелись, прекрасно. Только мы забыли сами сделать картинку, как видите, сервера все уже пришло, и причем моментально, да, пришло очень быстро. И возвращаем теперь картинку. А картинка у нас будет являться recipe.image. Тут делаем recipe.name. И вот наша картинка, только размер она, конечно, адского. With, типа 200. Ну, что-то в этом формате, наверное. Даже я бы еще 100 сделал. Вот. Она не должна быть большой, супер. Я ее такой хочу оставить. И я бы еще и item, image, border. Ребят, как вы в Emmet, я уже забыл, давно версткой не занимался, как в Emmet быстро развернуть border радиус? Напишите в комментах. Небольшой интерактив, хотя мне это абсолютно не интересно, но вдруг кто-то напишет и будет, конечно, получше. Так, вот так сделал, наверное. Все, вот наши картинки также подгрузились. Теперь, если мы обновим страничку, смотрите, обновляем, они моментально грузятся, скорость невероятная просто. Также в избранное добавляем, все прекрасно работает. Вот, теперь мы с помощью RTK Query получили наши данные спокойно. То есть нам бы, допустим, если мы делали через Create Async Sync, нам приходилось бы кнопку нажимать, получение данных и так далее. Здесь мы вот так все красивенько делаем. Ну, там можно без кнопки сделать, ну, короче, вы меня поняли. Обновляемся, видите, практически лодинг даже не видим, вот там лодинг минимальный есть, все остальное грузится максимально быстро. Окей. Вот такая пишка у нас получилась. Давайте, наверное, еще чуть-чуть я вам разберу ее. Еще раз. Тут мы все разобрали, да, путь редюсера, tag type для ревалидации. В дальнейшем, пока это можно убрать, это никак не влияет абсолютно. Вот, я могу закомментировать, допустим, обновить, все так же работает. Это мы потом мы раскомментируем. Base query, базовый запрос, это прибавляем каждому запросу эту строчку верхнюю, вот она. Query, вот наш query на получение всех рецептов. И также есть на мутация на добавление, но это мы разберем чуть подальше. И дальше он нам дает готовый хук, помните, я вам говорил, что он нам дает готовый инструментарий. Вот он дает готовый хук use get recipes query. Отлично. Дальше у нас по плану, ребят, это разобраться с use мутациями. Я, к сожалению, не успел заснять до уборки. Вот, сейчас придется мне сделать паузу. Вот, собственно, я здесь напишу, что нам нужно разобрать use mutation. Мы с вами сделаем добавление непосредственно нашего нового рецепта, да, формы для добавления, и будем добавлять наши рецепты. Вот такой у нас будет практика. Так что, ребят, ставьте лайки, не забываем, набираем 1500 лайков, я снимаю не быстро, а полный курс по React Query. Так что, ребят, лайк внизу, подписка, колокольчик, это обязательный комментарий также, ребят, для поддержки нашего канала. Спасибо. Итак, ребят, мы продолжаем. Для вас прошла буквально секунда, для меня прошло уже почти полдня. И вот, я вернулся домой, собственно, и продолжаю записывать часть. К сожалению, утром не успел, да, записывать этот шикарный ролик. Ну, пусть он получится таким большим, масштабным, да, и зато будет полным, скажем так. Зато я ничего не упущу точно, и будет круто. Окей, ребят, сейчас я вот себе оставил заметку, что мы разбираем use mutation, да, на самом деле интересная тема, да, то есть это мы сейчас будем создавать наши новые рецепты.
Давайте этим, собственно, займемся. Так, для этого у нас вот есть, так, create recipe, да, как раз таки, и из него, по идее, должен нам отдаваться какой-то хук. Давайте его посмотрим. Const. Но он, скорее всего, опять же, ничего нам не покажет. Я могу уже отгадать recipe API. И тут, значит, use. А нет, смотрите, отдает use create recipe mutation. Отлично. И вот как раз use get recipe query. Хорошо, значит, отдает. Окей, берем тогда этот хук. Это наш хук для мутации. Теперь мы идем с вами куда? В app файлик, да, здесь создать нужно формочку. Давайте как мы поступим. Я ее вынесу в отдельный, собственно, компонент, да, 100%. Компонент будет называться, значит, create recipe, да, вот таким образом. Create recipe, я думаю, пойдет. В нем создадим, значит, еще один create recipe. Формочка будет максимально простая, без никаких там хук-форм и так далее. Все будет максимально просто. Так, у меня, опять же, не разворачивается компонент. Я не знаю, что у меня с сниппетами случилось. Так, давайте еще посмотрим сниппеты наши. Вот мой сниппет, JavaScript React. И вот он разворачивается. Так, а у меня что за тип идет сейчас? А, у меня тип какой-то Babel JavaScript тип поставился. А, понимаю. Давайте я Babel JavaScript уберу. Он мне кажется, что в этом случае не нужен. Так, и я поменяю на JSX. Вот, JavaScript React ставим, и теперь должен разворачивать сниппет. А сниппет все равно не работает. Я не знаю, в чем проблема. Ладно, забейте. Export default. Руками напишем. Function create recipe. Создание рецепта, да. Здесь мы будем парамсы принимать, не принимать. Думаю, что мы ничего принимать не будем. И тут я сделал состояние сразу же. Опять же, это мы разбирали в курсе по реакту. Мы на этом останавливаться сейчас не будем. Я хочу открывать и закрывать форму, поэтому я сделаю... Хотя зачем открывать и закрывать форму, да? Пусть она вверху висит у нас. Она будет миниатюрная все равно, поэтому так оставим. И будет возвращаться у нас непосредственно какой-то div. Значит, он будет в нашей форме. В нашей форме будет, получается, два поля. Это имя и image, да, непосредственно. То есть загрузка картинки. Картинка будет грузиться у нас непосредственно с самого... просто ссылка, да, потому что, ну, мы не имеем никакого, да, там, бэкэнда для загрузки картинок, поэтому будем грузить чисто готовую ссылку уже. Давайте сделаем, значит, лейбл. В него положим... Так, вот это можно убрать. Когда мы оборачиваем лейбл, можно это убирать, оно и так будет работать. Input type text, значит, placeholder. Это у нас будет name. И сейчас пропишем value. Значит, тут делаем состояние, const. Значит, это будет name, set name. Даже мы по-умному с вами, ребят, сделаем. Мы же с вами красавчики. Значит, recipe, set recipe. Зачем нам делать большое количество состояний, если можем не париться, да? Значит, у нас будет имя пусто и будет image. Тоже будет пусто. Окей, теперь мы все дело сюда прописываем. То есть тут будет value равно recipe.value. Ой, name, да, им, прошу прощения. А onChange будет равно, значит, берем event. Потом, значит, set recipe. У него забираем, собственно, ну, можно вот так сделать, да, разворачиваем recipe текущий, да, и меняем значение у непосредственно, у чего, у имени, да, name будет равен event target value. Сохранили. Вот таким образом. Так, что мы теперь еще делаем? Нам достаточно этого будет или нет? Наверное, да. Давайте продублируем еще одно поле. Здесь поменяем все на image. И, в принципе, будет в конце кнопочка. Тут можно как сделать on-click, можно форму обернуть. Давайте в этот раз попробуем сделать красивенько. Обернем прям форму полноценную. On-submit, да, будет выполняться у нас. И тут будет handle submit. Это наша функция, которая будет обрабатывать нашу форму. Const handle submit. Давайте стрелочную сделаем функцию. Отлично. И это мы будем сюда. Форма такая номинальная, чисто на самом деле, да, ничего нам здесь не делать. На button пропишем type submit, чтобы он активировал нашу форму при клике. Submit. И тут мы сделаем, значит, create. Так, окей. Это мы все посоздавали. Handle submit. Давайте мы в консольку просто выведем то, что мы получаем recipe. Вот, чтобы проверить, что все точно работает. Теперь сюда это добавим, нашу формочку. Это у нас будет create recipe. И сохраним. Вот наша формочка прекрасная готова. Так, с полями у нас, конечно, не все прям так дружно и хорошо. Я бы с ними, может быть, глобально опять же разобрался, потому что не хочу... Ну, пусть у нас input у нас приложение позволяет. Можно прям глобально их дописать. Значит, я скопирую все, что есть в принципе у этого. Практически все, да, и даже hover тоже. Но немножечко на свой лад. Скажем так, input. Тут не hover будет, а фокус. Значит, при фокусе я хотела бы border color, чтобы был как раз этот тот розовый цвет, вот этот вот розовый. Значит, здесь мы делаем, опять же, border color. Дальше курсор point нам здесь не нужен, margin top тоже нет, сделаем bottom. Border radius оставляем, паддинги, в принципе, оставляем. Здесь сделать display inline block, чтобы они не мешали нашей кнопке, да, чтобы кнопка пришла на новый уровень. Или, по идее, она там останется, давайте лучше сделаем display block. Вот, а также можем в форме, у нас форма, в принципе, опять же, одна в проекте, поэтому можно так сделать. А форму мы сделаем, значит, паддинги 0 по 10, да, там, по краям идет по 10. Border outline none, border мы оставляем, да, просто border, он будет border 1 пиксель solid, transparent, прозрачный, да, изначально будет, чтобы он потом плавненько менялся, transparent. Здесь мы убираем, так, color
Значит, color будет у нас двоечки, паддинги оставляем. Так, вот так сохраним. Да, неплохие получились кнопочки, меня все устраивает, в принципе. Здесь делаем 10. Вот так, наверное. Да, можно даже чуть поменьше, реально. Можно по 7 сделать. И, конечно, последнему инпуту, в принципе, можно ничего не делать, на самом деле. То есть я бы вот, ну, хотя... Ну, давай последнему инпуту просто уберу. Input, last. Не знаю, получится так сделать или нет. Возможно, не получится, я, честно... Не уверен. Да, видите, Last Child не получится в этом случае сделать. Ну, давайте, что мы поступим? Я не знаю. Давай у Button уберем. Окей. Да, у Button уберем, ничего нам не поменяется особо. Окей. И можно также написать, допустим, текст какой-нибудь. Ну, это уже по желанию, как бы, да, на вкус и цвет, скажем так. Можно здесь padding, значит, form, for, или как просто create, new, recipe. Вот такой будет текст. Отлично. Все, это у нас готово, ребят. Так, при клике у нас... Ой-ой-ой, при клике какой-то ужас добавляется. Хотя мы это вроде бы убрали. А, я фокус здесь забыл буквочку поменять. Да, этот эффект работает, но что-то у нас не так. А, мы ему убрали outline, значит, none. Border у нас так перезаписывается. Так, все, видите, outline убрался, теперь все достаточно приятно выглядит. Хорошо. А можно переиграть, знаешь, можно margin top сделать. Margin top, а здесь-то вернуть на самом деле. Вот так можно, да, сделать? Все, мне кажется, так будет неплохо. Ну, такой-то маленький, да, получается. Ладно, ребят, вернем как было. Вот так. Все, меня так полностью все устраивает. Окей, давайте тестировать, ребят. Вводим какие-то данные, допустим. Ввели, смотрим, inspect. Нажимаем консольку, опускаемся, чистим консольку, create. Да, перезагрузка этой страницы, потому что так у нас работает, да, JavaScript. И здесь мы запрещаем перезагрузку. Prevent default. Для того, чтобы запретить дефолтное действие нашей формы. Еще раз. Вводим. Create. Да, вот все пришло. Все, отлично. Все работает, ребят. Давайте чтобы так сравнить. Да, теперь точно все отлично. Теперь давайте поля запишем только то, что нам нужно записать, в принципе. Для этого мы вызываем наш хук, который нам отдает RTK query. Хук называется у нас use create. Так, давайте откроем сначала recipe API, чтобы нам подсказки были. Use create recipe mutation. Тут забираем мы с вами mutate. Так, ребят, мне нужна помощь документации, потому что я не уверен вообще никак. Потому что видите, что у нас происходит, у нас никаких подсказок абсолютно нету. Так, using вот mutations. Так, смотрим, что нам отдавать будет, мутации эти. Он нам отдает, получается, этот массив. Он на массив отдает. Окей, он на массив отдает. Mutate. Или можем переименовать, да, create post. Create recipe, да? Маленькой буквы. Все, теперь выполняем create recipe и передаем туда recipe, получается, recipe. Вот. Если я все правильно делаю, мне нужно удостовериться буквально минутку, ребят. Мы здесь image передаем, да, и name. Ну, должно все сработать. Давай тестировать, ребят. Так, ну, элемент не добавится 100%, я вам это обещаю, да, ну, так оно работает. Но, тем не менее, давайте протестируем. Значит, мы берем этот mil. Так, еще раз, копируем mil. Так, еще раз копируем, ребят, вставляем, отлично, и image. Image копируем сюда, copy link и вставляем сюда же. Так, create. Так, оно, скорее всего, добавилось. Давайте посмотрим, запрос на сервак ушел или нет. Network. Запрос какой-то я вижу. Вроде бы все должно быть успешно. Мы сейчас не будем детально всматриваться. Во-первых, мы забыли очищать форму при успешной отправке. Это вот здесь делается. Собственно, мы здесь можем делать либо выбрать с результата, либо fixed кэш. Так, подожди. А success здесь есть? Success, is loading, is updating. А возможно, здесь как в React Query, ребят, нету success, возможно. Это мы сейчас, да, с вами будем делать. А что-то мне, ребят, не подсказывает, что здесь его нету. Почему-то мне так вот прям кажется. Да, ребят, я поднял свои архивы, вспомнил, как работает с RTK Query, ребят. А нюанс в том, что здесь реально, здесь как в React Query нету у нас on success. Мы в React Query, ребят, могли написать, опять же, напоминаю, набираем 1500 лайков, и я сниму полный курс по React Query. Многие давно ждут. И это будет не как там другие авторы снимают по старому React Query, это будет по новой версии React Query, 4-й версии, и вы кайфанете, насладитесь, в отличие от других роликов на YouTube, собственно, да. Как вы знаете, у нас самый лучший практически канал на YouTube, и прям это кайф полнейший. Success. Вот так, короче, это делается в React Query, и там, типа, при Success что-то происходит. Здесь такого нету. Здесь мы видите, что мы здесь можем только fixed cache и выбрать что-то из результата. Это у нас тоже есть в React Query, нам это сейчас не нужно. То есть select означает, что мы можем что-то пересобрать после результата, да, на этапе кэширования, а это нам не нравится. Поэтому, как я это обычно обходил? Я делал then, и здесь уже что-то делал, какие-то действия. Вот. То есть, видите, on fulfilled, когда успешно выполнено, да, мы с вами можем выполнять какой-то промис, да, собственно, вот мы делаем сейчас промис, и мы будем обнулять. Вот, set recipe. Там может сообщение об успешном добавлении и так далее. Инвалидация тега в том числе тут будет происходить. Мы сейчас сделаем set recipe и обнулить нужно. А чтобы нам обнулить, нам нужно это скопировать. Это будет состояние дефолтное. Const default value. Так. И вот сюда мы его вставляем.
Сохраняем. Теперь, ну, в принципе, оно уже обнулилось, собственно, мы с вами видим, да, теперь обновим страничку, и, по идее, оно добавится. Вот, видите, Bakewall Tart успешно добавился, но оно добавилось только после обновления страницы. Сейчас мы плавненько с вами перейдем, ребят, к тому, что называется инвалидация тегов. Да, то есть ревалидация данных у нас сейчас тема. Как нам, собственно, сделать так, чтобы у нас при добавлении рецепта автоматически подгрузились новые данные сервера, чтобы произошло обновление кэша. На самом деле все очень просто. Для этого мы с вами, помните, разбирали немножко теги, которые мы с вами немного прописали, но я потом закомментировал. Вот тег types. Давайте мы его раскомментируем, во-первых. Итак, ребят, переходим. Во-первых, у нас есть вот это get recipes. Нам нужно сделать так, чтобы вот эти все рецепты записывались куда-то в кэш с конкретным ключом. То есть есть ключ recipes, но пока что нет связи, оно не связано. Как мы это делаем? Здесь есть provide text. Указываем стрелочную функцию. Возвращаться будет массив с объектом. В объекте пишем type, двоеточие, указываем наш recipe, type recipe. Вот так, все. Тем самым мы запровадили тег, который будет именно привязан к текущему запросу. Вот пошел запрос, с этим тайпом оно будет записываться. Теперь нам нужно дернуть этот type в нужный нам момент. Для этого переходим сюда. У нас здесь как раз create recipe. Идем ниже. Здесь у нас какие есть варианты? Invalidate text как раз таки. Делаем абсолютно то же самое, только в обратную сторону. Вот так, вот так, вот так. И дергаем уже type с recipe непосредственно. Здесь же вы можете дернуть с айдишником. Это, к примеру, если вам нужно обновить конкретный один рецепт, допустим, там на странице товара, да, какого-то, вот вам нужно обновить один рецепт. При, допустим, добавлении в избранное, чтобы у него сердечко обновилось условно. И так далее. Этого делать вот здесь и указывать айдишник конкретный. Здесь можно получать данные как раз таки из этого запроса, так что будьте внимательны. Мы же с вами обновляем все, потому что нужно обновить весь список. Сохраняем. Давайте тестировать будем. Так, да, все в принципе. Для этого мы еще что-нибудь добавим. Возьмем опять же из базы данных. Так, вот у нас есть bread and butter pudding. Идем сюда, вставляем здесь. Дальше у нас есть с вами thumbnail, этот замечательный, copy link. Вставляем вот сюда и давай тестировать. Create. Во-первых, данные очистились, как мы и хотели. Теперь опускаемся ниже и нифига не произошло, ребят. Нифига не произошло. Обновимся. Да, все свеже добавилось, нифига не произошло. А давайте посмотрим, почему так произошло. Вот видите, он нам может отдавать дату, статус и так далее. Это нам все он может отдавать. Вот здесь во втором элементе. Вот тут можем забирать всю эту историю. Но мы это уже рассматривали с вами, когда разбирали useQuery. Здесь success, там loading, reset и так далее. Это все мы можем здесь делать. Но вопрос лишь в том, а почему ничего не произошло, ребят? Давайте обратимся к документации, посмотрим, что же здесь происходит у нас. Смотрите, значит, вот как раз таки этот момент. Мы запровадили тег, да, result. Это мы запровадили по айдишнику. Ну так даже более правильно на самом деле. И ID list. Вот как видите, что вам объяснял, ребят, да, то есть вот что у нас происходит, да, то есть мы можем result, error забрать это и отсюда айдишник прописать. Это я вам уже показывал. Так, ребят, давайте попробуем обновить страницу. Мне кажется, что у нас должно все работать почему-то. Вот, потому что я не понимаю пока что, почему оно не работает. Давайте еще что-нибудь добавим. Оно должно реально работать. Так, еще раз beef возьмем теперь. Так, и какую-нибудь картинку возьмем. Так, вставляем. Create. Вот, добавилось, ребят. Все работает, ребят. Просто мы-то страницу не обновили, поэтому она, видимо, забаговалась или что. Все работает. Вот, видите, обновилось снизу, добавилось. Отлично. Все, значит, у нас все прекрасно работает. Да, мы можем также отсортировать по идее по дате. Да, вопрос только, как это делается. Наверное, какой-то запрос нужно на сервак. Вот, сейчас давайте посмотрим. JSON сервер sort by date. Давайте посмотрим, есть ли такая функция у JSON сервера. Так, это не то. Мне нужно именно JSON сервер еще раз. Давайте в официальную документацию перейдем. Так, я просто сам этим редко пользуюсь, поэтому смотрим в лайв формате, и многим вам из вас нравится лайв формат, поэтому почему бы нет. Так, фильтр, вот фильтр, вот сортировка по views, вот order, есть, да, у него order и desk ask, соответственно, да. Давайте сортировать по desk, попробуем это, по крайней мере, сделать. Перейдем в наш API, у нас есть вот query. Я не знаю, мы здесь можем прокидывать или нет что-то типа парамсов, наверное, нет, да, нужно вот так прокидывать. Ну, прокинем так, значит, без проблем. Вот так, order, desk, давайте обновимся, нифига не поменялось. Давай посмотрим, какой запрос уходит на сервак. Идем сюда. Network, обновляемся, recipe. Так, да, видите, запрос уходит верный, order, но ничего абсолютно не меняется, потому что мы, наверное, дату не записываем, я думаю, что он навряд ли там лежит какой-то даты. Да, поэтому, ребят, забейте, мы не будем сейчас этим моментом заниматься. Можно просто в обратную сторону по айдишникам сортироваться, в принципе. Да, можно, да, тут как у нас идет sort views. Вот, мы указываем sort, а потом order. Все, я понял, ребят, я понял. То есть order вот так вот сделаем, sort, тогда мы здесь сделаем desk, правильно, да, а sort мы сделаем равно по этим, по ID. Да, блин, что я нифига не угадываю, что ли? А если ask написать? Да, давай, ладно, давай сначала мы запрос сами протестируем, прежде чем сюда идти. Я его скопирую здесь, вот так, сохраню здесь. Так, Apple, sort ID, по ID, да, мы делаем, и order по ask. Sort, наверное, тоже с нижней подчеркиванием нужно сделать. Так, теперь desk. Да, все, теперь поменялось. Все, видите, с нижней подчеркиванием нужно было сделать. Возвращаем сюда. То есть мы делаем сортировку по айдишнику и desk, то есть в обратную сторону получается. Все, вот теперь вот так у нас будет. То есть новенькие будут наверху, потому что последние айдишники, они считают самыми новыми. Окей.
Блин, какая-то картинка стрёмная, честно говоря. Я думал, покрасивее будет что-нибудь из говядины. Так, ребят, теперь давайте разберем немножко тему кондишена внутри хука. Мы же можем с вами сделать определенные условия, да? Очень важно этот момент учесть, потому что много случаев, когда это реально нужно. К примеру, ну мы сейчас давайте я вам просто покажу такой базовый кривой пример и потом закомментируем просто. То есть, как нам получить какие-то данные при определенном условии? То есть, когда это применяется? В основном применяется, к примеру, я не знаю, обновление просмотра фильма при загрузке страницы. Нам нужно точно понимать, не, ладно, обновление плохой пример, наверное, потому что там идет мутация, да, и там мы и так контролируем. Давайте по другой пример. Допустим, окей, получение просмотра фильма, как будто, ну, допустим, они идут отдельно, да, или получение фильмов по текущему user ID. А, к примеру, у нас юзер еще не залогинился, то есть, допустим, какой-то этап проходит логина на клиентской части, скажем так. И нам нужно делать проверку, существует ли user ID, и только если он существует, мы должны с вами сделать запрос на сервер непосредственно. Как мы это будем делать? Давайте сделаем такой фейковые данные, const user ID. Допустим, он существует пока что, да? Мы указываем вот так вот, идем сюда. И здесь у нас есть разные моменты, да, то есть есть лоудинг, юзер, здесь, по-моему, подсказок вообще нет, да, я так понимаю? Да, поэтому давайте откроем документацию, чтобы нам это как-то адекватно посмотреть. К сожалению, без TypeScript мы это не посмотрим. Смотрим, что нам предлагает, значит, use get query. Вот, здесь идет сейчас аргументы, а потом опции. Да, я вспомнил, и мы же когда с вами делали Rutube 2.0, на YouTube можете посмотреть, да, тут мы ставили все время нижнее подчеркивание, потому что тут они зачем-то сделали аргумент, чтобы сюда его передавать. Я не знаю, зачем они так сделали, но окей. Вот, теперь мы видим, да, у нас есть skip, есть select from result, то есть, помните, мы получаем какой-то результат, да, ну, я вам это уже показывал, в принципе, вот. И мы можем, собственно, с ним как-то поработать. Ну, вот здесь есть пример конкретный, наверное, да, есть пример. Да, то есть мы можем переформатировать наши посты и вывести формат, который нам нужен. Тут, кстати, предлагают undefined написать вместо этого нижнего подчеркивания. Ну, можно и undefined, без проблем. Вот, то есть мы это часто применяем, на самом деле, этот момент, потому что, допустим, мы не можем контролировать сервер, и к нам приходят такие данные сервера, которые, ну, нам не подходят, условно, да, нам нужны другие данные для этого сервера, ну, для клиентской части. Поэтому мы с вами делаем данные, получаем, а потом на этапе и еще RTK query мы уже эти данные форматируем, то есть делаем под свой формат, с помощью того же мапы, либо find и так далее. Мы в итоге возвращаем нужный нам объект, либо массив в нужном нам формате. Вот. Чтобы это делать потом на другой части, мы это делаем для части RTK query, тогда мы не страдает оптимизация. Кроме этого, есть point интервал, допустим, это когда будет рефетч происходить данных, потом рефетч on focus, будет ли происходить обновление данных при on фокусе, то есть смена фокуса окна в системе, да, у вас. Потом также рефетч при on mount or change, то есть это когда у нас меняются аргументы, либо меняется, размонтируется компонент, либо монтируется обратно, и при reconnect, то есть когда связь теряется условно. И нам сейчас нужен skip, собственно. Мы указываем условия, при котором у нас будет этот запрос не выполняться. То есть когда у нас, допустим, user ID нету, все, мы тогда не выполняем запрос. Давайте сделаем. Как видите, точнее, давайте наоборот. Когда user ID есть, так, а вот так, если мы сделаем, ломается у нас что-то. Потому что он undefined ему не нравится, скорее, да, тут нужно на undefined написать, undefined. Да, все заработало, видишь? Вот, видишь? То есть в обратную сторону, как я говорил. Вот, то есть у нас сейчас user есть, значит мы не скипаем. Если же user у нас является null, то есть авторизация слетела, все, мы не можем получить, автоматически происходит обновление и пишет not found, товаров не найдено, потому что user уже не в системе. Вот такая простой condition, вы можете легко применять в своих проектах, то есть это означает, что вы можете вот таким простым способом, скажем так, давай я так сделаю, чтобы вам можно было закомментировать нюанс, вы могли делать проверку, да, и в случае чего не показывать какие-то данные при каком-то условии. Вот для этого, собственно, это и используется. Вот мы сейчас это применили. Я закомментирую, но вы потом можете поюзать в исходниках по ссылке в описании, по нашей подписке все доступно. Итак, ребят, давайте перед тем, как придем мы уже наконец-таки к финальной части нашего шикарного ролика, если вы, ребят, не поставите лайк, прожмите обязательно лайкосик, я часто об этом буду напоминать, потому что ролик невероятно годный, тяжелый для меня, я его снимал очень долго, и, ну, это очень тяжелая работа, ребят. Если вы думаете, что это там снять все эти тупо 3 часа и так далее, не забывайте, что у меня, в отличие от других YouTube-блогеров, у меня, собственно, идет монтаж полноценный в ролике, идет полноценная подготовка материала, идет содержание полноценное. То есть нет такого, что я сел тупо и записываю, да. Во-первых, то есть у меня артикуляция, да, то есть я разминаю речь, чтобы у вас было нормально, чтобы вы нормально все слышали, скажем так, ну, разминаю ротовую полость, я имею в виду. Вот, то есть подготавливаю содержание какое-то, подготавливаю, потом на монтаж отдаю этот ролик. То есть у нас огромная кропотливая работа. За это вы должны прожать лайк, чтобы этот ролик продвигался. Будут просмотры, будут охваты, будет также крутой контент, будем улучшать еще дальше качество. Вот. И напоминаю, набираем 1500 лайков, и я снимаю полный курс по React Query. Все в ваших руках, ребят. Теперь мы перейдем с вами к промежуточному моменту, а это именно middleware. Давайте перейдем в наш store. Как видите, у нас один middleware уже есть. Да, это middleware, который позволяет нам внедрить туда RTK Query. Что такое middleware? Давайте разберем. Middleware — это такая прослойка определенная, да, которая идет на каком-то определенном этапе, идет прослойка в самом RTK Query, она используется как и на бэкэнде, в принципе. Middleware, короче, есть везде middleware. Вот. Определенная прослойка, на этапе которой можем что-то логировать, к примеру, либо что-то выводить. А в каких
каких случаях я использую middleware в реальных проектах? Я его использую, к примеру, при нотификациях, то есть уведомлениях. Когда, допустим, у меня появляется какая-то ошибка в Redux Toolkit, у меня появляется сразу уведомление на сайте, типа у вас ошибка условно. Вот такой формат, да? Либо мы сейчас с вами протестируем библиотечку, которая называется Redux Logger, которую мы тоже внедрим сюда, да, и она нам будет позволять логировать весь наш Redux в консольку непосредственно. Это идеальное будет понимание, как работает middleware с помощью такой библиотечки. Вот она, Logger for Redux. Вот такая штука должна получиться в итоге. Давайте его поставим, собственно, и посмотрим, как он будет работать. Значит, мы здесь создадим вот так вот. Так, yarn edd Redux Logger. Погнали. Все удаляем. Переходим на первую ноду и давайте ее инициализируем. Во-первых, я здесь ее импортирую. Const logger, создаем сам логер. Create logger, скорее всего, Redux logger. И какие-то опшены определенные. Collapsed я сделаю true, чтобы он был такой более сжатого формата, скажем так, true. Тут разные еще есть опшены, нам это сейчас не надо, мы разбирать это не будем. Можно цвета поменять, допустим. Тут уже как бы, как вам душе угодно, скажем так. И тут нам нужно передать массив middleware. Так у нас уже здесь есть условно дефолтный middleware, потом еще дефолтный. Ну, то есть это мы разворачиваем дефолтные middleware все. Потом к ним прибавляем API middleware, то есть middleware нашего RTK query. И следом мы также делаем конкат и прибавляем уже наш middleware. Тут обычный JavaScript используется, он называется logger. Наверное, просто логер, да, идет? Да, просто логер. Сохраняем, должно работать, ребят. Обновляемся, смотрим сюда, inspect, консоль. И как видите, вот уже произошли определенные экшены. Вот, можем, допустим, убрать коллапс, если вам не нужно, да? Да, будет полный вариант, видео такой полный вариант. Предыдущее состояние, там текущий экшен и новое состояние. То есть это очень крутая, на самом деле, дебаггинг штука, то есть которая вам позволяет без веб-тулзов всяких там, да, проверять состояние. Вы можете, допустим, сделать проверку, чтобы у вас оно работало только при деф-режиме, в режиме разработки. То есть это что у нас было состояние, по нулям все было. Потом сработал action, это middleware регистр, да, зарегался, и оно, в принципе, ничего не обновилось практически, да. Но если же мы опустимся дальше, вот касаемо выполнения запроса pending, да, видите, идет у нас pending. Опять же, почти ничего не поменялось, но если мы посмотрим next state, то у нас уже из loading является false. Тут user пустой пока что, да. Так, это выполнится pending, давайте смотрим дальше, подождим. Вот, допустим, fulfilled смотрим, и, как видим, здесь уже данные. Я не туда смотрю, ребят, я смотрю на юзера зачем-то. Зачем смотрю на юзера? Короче, смотрите API, у API есть queries, вот, get recipes, у него есть статус fulfilled, и вот он прекрасно записался, дата, вот наша дата пришла. Вот, то есть тем самым вы можете легко логировать, я не знаю, зачем я смотрел на юзера, я такой думаю, что у нас ничего не обновляется. Вот, все прекрасно обновляется, только нужно посмотреть именно API-шечку, потому что она сработает при загрузке страницы. Вот, тем самым можно у вас легко логировать ваш Redux, и вот так работает прокладка. То есть по факту middleware это вот прокладка, которая идет в определенном этапе, вот в данном случае она добавляет логирование определенных моментов, да, в вашем Redux Toolkit. Вот, то есть происходит что-то, вывела в консоль, произошло, вывела в консоль и так далее. Вот так работает, собственно, middleware. Представьте себе, что это обычная прокладка, вот просто, я не знаю, определенный слой, который дает дополнительный функционал, который вам нужен. Вы также можете легко сами его сделать без проблем, использовать, к примеру, мы, по-моему, его делали, опять же, в ролике Rutube 2.0 на YouTube, можете посмотреть. То есть, условно, вы можете отлавливать ошибки, отлавливать какие-то еще моменты success, можете отлавливать успех, да, допустим, и так далее. Что угодно можно легко отлавливать. Итак, ребят, мы сейчас перейдем к самому интересному, ребят, перейдем к типизации. Дальше типизация хуков, дальше у нас фильтрация с помощью RTK query, и дальше еще небольшие теоретические знания, вот. Поэтому не переключайтесь, ребят, все дальше будет только интереснее. Так что сейчас будем с вами стартовать, делать уже полноценную типизацию нашего приложения. Наконец-таки будет TypeScript. Наконец-таки, ребят. Мы, наверное, сейчас сделаем копию проекта, чтобы у нас можно было адекватно это все дело типизировать. Ребят, буквально 30 секунд вашего времени. Рассказываю, у нас есть шикарная подписка. Стоит всего лишь 1990 рублей. Минимальный тариф на 1 месяц. Можете купить тариф на 3 месяца, на 6 месяцев, на 9 и навсегда. У нас огромная тарифная сетка. Выбирайте то, что по вашему карману, то, что вы готовы себе позволить, да, и везде разные плюшки непосредственно даются. Касаемо тарифов, что вы получаете в этих тарифах? Вы получаете нереальную практику с нуля, то есть есть 6 интенсив разного уровня для начинающих, для продвинутых и мобильная разработка. То есть вы выбираете нужный себе уровень, потом идете постепенно по каждой ступенечке, появился вопрос, задаете в веб-чате в нашем, и так постепенно обучаетесь. В конце вы научитесь разрабатывать большие веб-приложения. Мы там конкретно разработали приложение для тренировок, приложение мобильное, это было для просмотра фильмов типа Netflix, и огромный онлайн-кинотеатр с рейтингом, со своим видеоплеером, с админ-панелью, с личным кабинетом и так далее, с избранным. Все это там есть, и там тоже есть самый Redux, да, то есть это идеальное предложение будет текущего курса. Короче, ссылка в описании, ребят, и также исходник вот этого проекта будет также доступен именно там абсолютно бесплатно для тех, у кого есть подписка. Плюшки все для вас, ребята, есть, у кого тариф навсегда, там еще огромный лист плюшек. Короче, по ссылке в описании все посмотрите, чекните и так далее. И также есть ссылка для оплаты из других стран. На нашем сайте можете перейти, оплатить без каких-либо проблем, принимаем оплаты, вообще прям по кайфу. Все, ребят, ссылка в описании, кидаю вам ссылочку, буду рад видеть в наших рядах. У нас там более 350 человек только в веб-чате. Вот, и это не все приняли запрос, поэтому комьюнити невероятно большое, оно расширяется, и я буду рад вас видеть там 100%. Так что, ребят, наконец-то
научитесь уже писать большие приложения и вот уйдете от этой сухой теории. Теория никому не нужна, ребят. Вот нужны реальные проекты. Так, а мы с вами, ребят, дублируем наш проект, да, и его открываем. Давайте я все закроем. Нода. Давайте ноду тоже закроем. Сейчас продублирую и продолжим. Так, запустим все заново, ребят. Значит, откроем. Сейчас опять будем мучиться с типами, потому что тяжело готовое React-приложение потом типизировать. Это нереально сложно, потому что там бывают опять конфликты какие-то будут, скорее всего. Сейчас будем их решать с вами постепенно. Но мы это с вами уже, по-моему, делали в предыдущем ролике, поэтому проблем не должна быть. Так, во-первых, запустим наш JSON-сервер. JSON. Подсказок, конечно же, не будет. Ну ладно, сами запустим. Порт 4300 и watch. Файлик у нас db.json. Все, это запущено, окей, возвращаем сюда. Так, пойдем смотреть официальную документацию, собственно, да. Вид React EDD TypeScript. To exist project. Так, давайте посмотрим, как нам добавить сюда. Смотрим. По-моему, да, как раз это мы и делали, ребят. Погнали делать. Шикарная инструкция. Спасибо парню большое. Так, ставим зависимости по TypeScript. Значит, -d давайте напишем. Для def режима. TypeScript, TypeReact, TypeReact DOM. И, ребят, я видел большой фидбэк от вас по поводу того, что нужно снять полный курс по TypeScript. Как вы думаете, ребят, точно ли это нужно сделать? Напишите еще раз в комментах, потому что я собрал фидбэк под предыдущими роликами. Человек, наверное, 6-7 из 100 комментариев написали, и это не так много на самом деле, да, то есть там было, даже не 100, там было 150 комментариев, наверное, да, может, где-то в таком формате. И только 7 человек, может быть, 10 человек, не знаю, но это не так много на самом деле. Давайте наспамьте под этим роликом, если вам реально интересен полный курс по TypeScript. Пишите, что вам более интересно, по TypeScript либо по React Query. Вот интересно, какая будет борьба вообще в целом. Если и то, то пишите и то, и то. Мне будет интересно посмотреть, собственно, каждый коммент полезно буду лайкать обязательно, поэтому пишите без проблем. Так, дальше мы переименовываем вид в вид config.ts обязательно, переименовываем сюда. Так что можно снять, потому что многие почему-то... Так, это что? Это не сюда. Это мы просто переименовали, да. А это идет в этот... Что это такое? Подожди. Это tsconfig.json, точно. Создаем файлик tsconfig.json. Вставляем сюда. Окей, сохраняем. Так, tsconfig.json и tsconfig node.json также мы делаем обязательно. Так, tsconfig node.json. Отлично, вставляем сюда. Вставили. Так, и что нам еще потребуется? Еще делаем типизацию от вида. Непосредственно вид env.ts. Так, вид env.ts. Хорошо. Ну, декларативный файл, тут ничего такого своеобразного мы не делаем. Вид env.ts. Это в source directory, да, но мы, в принципе... окей, в source directory, давайте сюда перекинем, окей. Так, что еще? И в index.html нужно также поменять обязательно. Index.html мы меняем вот эту штуку на вот эту штуку. Все. Так, и, соответственно, тоже меняем везде типы тогда, потом их сейчас немножко типизируем. tsx. Слушайте, я сейчас все буду сразу типизировать, ребят, потом мы пооткрываем отдельно с вами это все дело, поменяем везде типы. Пока что наша задача просто тут все дело поменять. Так. Короче, у вас будет при скачивании версия одна с TypeScript, другая без TypeScript для вашего удобства, чтобы вы могли и так, и так. Если, допустим, вы не знаете TypeScript, чтобы вы могли проверить версию без TypeScript. Поэтому это прям круто. Это прям будет супер удобно, мне кажется, и круто. Так, все это мы поменяли. Так, тут что у нас идет? Так, тоже меняем. Так, что у нас еще здесь идет? Так, блин, я путаюсь все время, здесь у нас другие клавиши. Так, тут тоже tsx. Так, и тут тоже tsx. И вот тут тоже tsx. Все, везде поменяли, теперь осталось накинуть типы. Во-первых, смотрите, как мы типизируем проект. Давайте начнем с этого. Первоначально создаем сами типы. Новую папочку types. В ней создаем, значит, recipe.types.ts. Экспорт интерфейс создадим первый. Это описание нашего вообще в целом recipe. iRecipe. Вот, он у нас будет иметь имя. Стрингой будет являться ID-шник. Будет являться числом number. И image будет являться тоже стрингой. Отлично. Отлично. Так, что нам еще по типизации? Ну, конечно же, нужно TypeScript типизировать обязательно. Ой, какой TypeScript? Redux, я имею в виду. Redux уже будет типизировать, сейчас мы этим займемся. Давайте по очереди будем немножко это все делать. Перейдем в Store, во-первых, да, и немножко его типизируем. Во-первых, он пишет, что Redux Logger требует types Redux Logger. Доставляем обязательно. Yarn edd -d types Redux Logger. Также переходим в документацию Redux. Redux Toolkit. Get started. Вот сюда переходим, и вот здесь в начале это все дело мы видели с вами. Ниже. Так, Vicstar, вот здесь, по-моему. Вот, копируем. Диспатч нам не нужен. Напоминаю, да, что в нашем случае это не интересно. А вот эту штуку мы, конечно же, подхватим. А для этого опускаемся ниже и берем наш state. То есть, еще раз повторяю, я в начале ролика это говорил уже. Мы берем getState из стора, тем самым получаем весь state глобально нашего приложения. Берем от него тип и возвращаем тип. Все, у нас готовый полностью тип root state. Это нам кое для чего потребуется. Создадим сразу кастомный хук. У нас, помните, есть use selector. Мы делаем сейчас use typed select для того, чтобы он был типизирован, чтобы у нас были подсказки. Use typed selector.ts, export const use typed selector. Он будет равен useSelector, да, но здесь есть определенный нюанс. Здесь мы указываем, мне бы вспомнить тип, ребят, мне бы вспомнить тип. Все, ребят, вспомнил. Значит, type useSelector hook и указываем наш как раз таки root state глобальный. Root state.
Вот так. Все, теперь, если мы обратим внимание, я даже здесь его применю. Вот наш хук. Помните, у нас был useSelector? Теперь как мы делаем? State, ставим точечку, и у нас есть подсказки. Мы четко знаем, у нас есть API, у нас есть favorites, у нас есть user. Все, мы теперь четко понимаем, что есть. А в юзере у нас есть error, loading и user. То есть у нас теперь четко есть понимание, что лежит в нашем глобальном состоянии. И это вообще прям невероятно круто. Это прям невероятно круто. Ребят, сори, что в этом выпуске смотрю на экранчик, что-то не знаю. Такое настроение, собственно, сегодня, что-то, не знаю, на экранчик посмотреть. Так, use actions, по идее, здесь не нужно ничего писать, он и так должен подхватывать. Давайте проверим. Use actions. Помните, я говорил, что TypeScript будет лучше. Смотрим сюда. Оп. И вот все подсказки. Get user by ID, toggle favorites. Все прекрасно подсказывается. Идем дальше. По редаксу. Давайте еще сюда перейдем. Посмотрим, что здесь по типизации. Так. Ну, здесь, в принципе, типизация не нужна, потому что у нас уже recipe имеет все поля. Хотя зачем? Почему так? Стой, почему так? Мы можем по-другому сделать. Идем сюда. Мы экспортим интерфейс, который будет называться iRecipe, recipe data. Да. И это именно будет дата, которая нам нужна для записи, для создания нового рецепта. Мы ее экстендим, расширяем на основе iRecipe, выше который. Но мы должны у него выбрать все, кроме одного. То есть убрать поле ID, потому что мы его не будем, оно создается автоматически, мы его не должны никак прокидывать. Для этого мы делаем omit, то есть мы убираем то, что нам не нужно, и убираем именно поле ID. Закрываем. Вот таким образом. Все, теперь тут у нас то же самое, что здесь, только без ID. Так, iRecipe data, и все у нас прекрасно, ребят, подгрузилось. Теперь здесь мы тоже прописываем, в принципе. Ну, можно не прописывать, потому что и так отсюда прокидывается состояние, но окей, пусть будет. Теперь, как видите, ругается здесь. Он пишет, он говорит, что event, я не знаю, что такое any. Да, нужно прописать. Как мы это делаем? Опять же, рассказывал в уроке по React. Наводим on submit, смотрим, что он нам предлагает. Form event handler, HTML form element, либо undefined, да? Вот. Мы можем немножко иначе сделать, да, можем сделать event. Вот так, допустим, да, и мы увидим, что event у нас значит как раз-таки form event и HTML form element. Вот мы отсюда просто скопируем. Вернем назад и легко, без какой документации, можем легко прокинуть type. Так, form event берем из React, и HTML form element это стандартный, скажем так. Все, прокинули. Create recipe у нас тоже есть, только аргументы пока any. Мы сейчас вернемся к редаксу. Опускаемся ниже, здесь все, в принципе, прекрасно у нас. Как видите, теперь есть подсказка. Смотрите, если мы делаем event, у нас есть prevent default, уже подсказка. Вот, то есть разработка с TypeScript это вообще новый уровень, ребят, всем рекомендую. Так, header. В хедере, в принципе, у нас ничего не ругается, все вроде бы в порядке. Единственное, здесь меняем на use type selector, мы с вами уже сделали. И теперь вот favorites у нас забирается без проблем. Так, теперь favorites уже имеет тип какой-то, но пока что any, да, почему? Потому что мы не задали типизацию для нашего стора. Пока что оставим так. Recipe item. Тут описываем приходящие данные. Значит, пишем интерфейс iRecipe item. Здесь мы опишем сам recipe, только он будет являться iRecipe. Вот и все. Здесь максимально все просто. Recipe item. Все описали. Use favorites, use actions пока оставляем. Здесь все так же мы пока что оставляем. Окей. User. У юзера есть, опять же, меняем на use type selector. Хорошо. И, в принципе, get user by ID у нас тоже еще не типизирован. Мы сейчас к нему еще вернемся. И вот error message у нас тоже все это дело не типизировано, к сожалению. Сейчас мы к этому также перейдем еще. Так, app. Здесь у нас что? Здесь, в принципе, почти все, но здесь тоже он ругается, да? Потому что он хочет получить аргумент какой-то. У меня, по-моему, была такая проблема, когда, опять же, использую RTK query, там есть такой нюанс. Да, там есть такой нюанс, и все время нужно прокидывать null. Вот. То есть, если у вас, допустим, не прокидывается никакой аргумент, нужно null прокидывать все время. Я помню эту проблему с типизацией в RTK query, поэтому я говорю, что RTK query очень сырой. Вам либо undefined нужно прокидывать вот сюда каждый раз, да, либо эту null. То есть, ну, как бы каждый раз какой-то трэш, на самом деле. Вот. Поэтому для меня он сыроват, на самом деле. Так, дату, видите, any, потому что мы, опять же, не описали пока что. Сохраняем. Все, это мы разберем. Теперь описываем сам store. Так, здесь все описали, здесь да. Сам store. Опишечку давайте. Перейдем к опишечке. Так, здесь мы ничего не описываем, ребят. Вот, а уже в самом query мы описываем. То есть, здесь, видите, any. Да, то есть первое мы принимаем непосредственно, что у нас будет приходить, да. Давайте даже перейдем в документацию. Здесь посмотрим, что у нас вообще идет в этой части. Так. Вот, payload action мы сейчас этим займемся. Где у нас RTK query? Я не вижу. RTK query. Вот, usage with TypeScript. Смотрим. Так, это все понятно. Вот, то есть тут мы описываем, что к нам будет приходить извне, а здесь мы описываем строку. Строку это то, что мы будем перекидывать в качестве аргументов, скажем так. Вот, поэтому мы здесь это все дело описываем. Значит, у нас будет приходить отсюда recipe, то есть мы делаем iRecipe, но при этом массив, да, много рецептов будет приходить. Тут мы пишем query аргументы. У нас аргументы вот сюда ничего не приходит. Допустим, если мы передавали там ID-шник какой-нибудь, да, мы бы написали number, у нас ничего не приходит, потом пишем null, и нам это будет достаточно вполне. Окей. Ну, либо any, там, как уже на свой взгляд, скажем так. По поводу мутации. Давайте посмотрим, что по мутации у нас рекомендуется. Так, это мы с вами описали. Это мы тоже с вами описали. Есть ли пример мутации? Мутация. Так, мутация, походу, то же самое, ребят, потому что он нам ничего не написал. Скорее всего, то же самое. Тут, по-моему, должны здесь описывать вот этот как раз входящий параметр. Давайте опишем. То есть, первое мы описываем, какие данные будут приходить в ответе. У нас в ответе ничего приходить не будет, в принципе. Поэтому я напишу null, да. А при этом query argument, да, видите, результат, result type. Query argument у нас recipe приходит. То есть recipe, именно recipe data. Помните, recipe data именно к нам приходит. Вот так вот.
Так, это мы описали. Это мы тоже описали. Окей, все, закрываем API-шечку. Все, RTK query мы описали. Легко, легко, я считаю. Идем в favorites. Favorites поинтереснее. Так, initial state. У нас будет храниться recipe, поэтому пишем iRecipe во множественном числе. Вот так вот. Опускаемся ниже. Мы уже создали по факту состояние, и нам, по идее, больше ничего не нужно, кроме payload. Да, payload мы пока что не понимаем. Он идет, видите, any. Давайте его также типизируем. Так, по-моему, типизируется на этом этапе, если ничего не путаю. iRecipe. Итак, вот наш action. Двоеточие ставим. Это будет payload action тип, да, и тут указываем generic. Generic это обычный аргумент по факту в TypeScript, ничего сложного нет. Так, и мы здесь, значит, будем прокидывать с вами сам recipe, да, то есть это iRecipe, вот так. Вот как раз наводим на recipe, и вот он описался прекрасно. Так, да нам, в принципе, больше-то ничего не нужно, да, для счастья. Вот у нас state, мы четко знаем, что у нас за state. Это recipe, тут тоже мы все знаем, поэтому все у нас отлично. Так, user action, здесь мы описываем, что user ID это является number у нас. Самого юзера мы не знаем, да, понятное дело. Так, здесь тоже не называем user ID, только здесь нужно его описать. Наводим create async async, у нас идет unknown и void. Так, а здесь мы указывали, по-моему, что будет отдаваться, то есть будет отдаваться iUser, а у нас юзера еще нету, да, и что будет приниматься будет number, получается, вот так. Вот, это user ID является number, видите. Отдаваться user, у нас пока юзера нет, давайте дадим его тоже тип, user.types. Я по-разному, бывает types, бывает интерфейс пишу, тут уже как бы на вкус и цвет, скажем так. Так, iUser. User у нас максимально простой на самом деле, да, у него есть просто какой-то user ID, да, почему user ID здесь? Мы даже его не использовали, серьезно? Мы же фейковый делали, короче, забейте. Давайте, ID-шник у нас есть number, да, и имя, name, string. Сохраняем, импортируем, хорошо. Так. Здесь что у нас ругаешься? Он нас не отдает то, что нам нужно отдавать, да, response unknown, потому что здесь нет конкретной отдачи, мы не знаем, что отдается у нас. Давайте двоеточие поставим. Promise у нас отдается, то есть это, promise, вы знаете, что такое promise в TypeScript, да, в JavaScript, да, то есть это что-то мы ожидаем оттуда получить, да, мы не сразу получим моментально, да, у нас идет promise, который нужно еще подгрузить потом. Вот, значит, мы получаем promise, да, и iUser. Окей. Что тебе не нравится? Возвращается promise, iUser. Так, а здесь что ты ругаешься? Not assignable to... Так, еще раз наводим сюда. iUser. Ага, типа может вернуться reject with value, да, наверное, это имеет в виду. Потому что мы забыли написать return. Вот так. Все, мы должны тоже вернуть это состояние обязательно. Так, все, пока что нам это достаточно будет. Все, user actions мы тоже описали. То есть promise, да, вернули. То есть, понимаете, да, если бы мы возвращали просто юзера, вот так сразу юзера целиком, там, name и так далее, тогда promise не нужен, потому что не является promise в принципе. А так нужно понять, что это является промисом, поэтому пишем promise, да. И это нам даст понять, что нам нужно await писать, подождать, пока выполнится эта операция. Так, user slice. Здесь, в принципе, вроде бы мы ничего не пишем. Вот тут action payload, да, описываем. Значит, action payload. Подожди, наводим. Не прокинется, да, он так автоматически? Наверное, нет. Action payload. Наверное, вот так, да. И тут у нас, получается, приходит сам юзер, да, то есть это iUser является. Да, ну вот так получается. Так, тут мы тоже копируем, вставляем сюда. Здесь ошибка приходит, Ошибка пусть будет any, ошибки всегда очень сложно типизировать, на самом деле, да, здесь зависит конкретно от сервера, поэтому в этом случае я поставлю any, допущу такую себе недочетность, скажем так, вот. Так, тут state user, он почему-то не ругается, хотя должен ругаться на самом деле, да, потому что у нас не задан initial state. Вынесем его отдельно, вот. Новички бы этого не заметили, но я как профессионал это замечаю, поэтому это выносим отдельно, вот сюда, да, и типизируем здесь. У нас является initial user state type, да, вот, user state. Мы его копируем, идем сюда опять же, export interface, вставляем initial state user. Тут у нас идет, смотрите, обычный user, он является iUser, и при этом есть также isLoading, является boolean значением, и есть, по-моему, что у нас еще есть? Ошибка. Error является стрингой, то есть строковым форматом. Импортируем, все, вот наше состояние есть. Причем, что error может быть как string, так и null. Обязательно, да? И user вот так, да, видите, он ругается. Поэтому пишем, что это объект, как объект юзера. И то же самое мы сделаем здесь. Как? Почему ты не ругаешься? Подожди. Потому что мы забыли прописать, да? Вот так, initial state. И теперь, видите, будет ошибка. Вот, про что я вам говорил, поэтому пишем iUser. Так что, ребят, будьте внимательными, собственно, если вы профессионал, то вы это должны были заметить. Так, store мы типизировали. В принципе, все, ребят, мы типизировали все приложение. Теперь переходим дальше, да, к следующей небольшой задачке. Единственное, здесь ругается почему-то, да? Все, уже больше не ругается. Видите, передается айдишник и так далее. Вот, тут, конечно, непонятно. Здесь лучше вопросик поставить, потому что здесь, конечно, тут, короче, непонятно, что у месседжа вообще, да? Я вот так даже оставлю error просто. Вот, непонятно, будет месседж, не будет месседжа, это зависит, опять же, от вашего сервера. Так, все, это мы с вами закончили. Отлично. Запустим приложение, проверим, работает ли у нас вообще или нет. И еще реализуем одну интересную функцию. Так, сделаем, во-первых, обновимся.
Так, у нас 5173, и все сломалось, ребят. Давайте смотрим, в чем проблема. В чем у нас проблема? Консолька. Так, что это за прикол такой? Type. Баг какой-то, что ли? Что это за ошибка такая? Так, ребят, я решил проблему. Я не знаю, почему мы, короче, в index.html у нас было написано почему-то index.tsx. А если мы назад еще отменим? А, у нас реально было main.jsx. Я посмотрел старую, видимо, статью какую-то, и там писалось index.jsx. Она же называется main.tsx. Вот, и я меняю теперь на main.tsx, все это работает. Вот. А мы зачем написали индекс? Я думаю, что за ошибка странная максимально. Все, теперь все у нас работает. Так, возвращаемся. Так, add favorites нажимаем, все добавляется в избранное, все красивенько, тут тоже все добавляется. Окей, давайте сделаем небольшую фильтрацию, ребят. Давайте сделаем фильтрацию небольшую по каким-то полям определенным. Давайте посмотрим JSON сервер. У нас, конечно, очень мало полей, ну, вообще их практически нет, но мы посмотрим, что он предлагает пофильтровать вообще в целом. Мы можем фильтровать по title JSON сервер, по title, да, можем фильтровать по автору и так далее. А по title он будет какое совпадение искать, вот в чем вопрос. Вопрос по title. Давайте потестируем сразу же, да, у нас есть localhost 4300, recipes. Если мы возьмем с вами вопросик, значит, попробуем прокинуть сюда search, ой, что я делаю, name, окей, то есть он все-таки ищет вхождение, да, если мы напишем Apple, то нифига не работает почему-то. Name Apple, да, посмотрим, что он предлагает. Без нижнего подчеркивания, окей. Такого нет, да, то есть он именно хочет полностью название, полное вхождение. Окей, полное вхождение мы обеспечить не сможем. Вот, full text search, вот, Q. Все, у нас Q работает, ребят, можно поискать. Все, давайте сделаем фильтрацию по поиску. Классическая фильтрация, мне кажется, многим интересно, как она работает внутри RTK Query. Так, для этого мы перейдем в новый компонент создадим, во-первых. Или зачем нас создавать? Сейчас посмотрим, как у нас ABP там идет по вложенности. В принципе, я думаю, здесь создадим, чтобы нам можно было сразу его прокинуть. Const use state. Состояние для нашей строки поиска. Search term, set search term. Окей. Теперь мы с вами, собственно, делаем, во-первых, handler. Const. Да, handle search. Будет срабатывать только по кнопке, будет срабатывать. Окей. Значит, давайте здесь зададим непосредственно. Так. Я думаю, прям вверху будет поиск у нас также вот здесь располагаться. Div. Значит, input. Type search. Обязательно делаем type search. Value. Мы уже с вами все умеем делать, поэтому все делаем, как мы делали до этого. On change event. Set search term. Event target value. Отлично. Так, сохраняем. Что тебе не нравится, я не понял. Мы забыли указать значение по умолчанию, пустая строка. Так, вот, готово у нас. И не забываем placeholder, да? Enter, search, term. Окей. Это у нас будет строка поиска, поэтому if you wanna find by... Ладно, if you wanna find, вот так я сделаем. Окей, и тут мы это сделаем style padding. Мы по 10 со всех сторон сделаем, по 10, вот так. Так, пойдет. Теперь кнопочку рядом не забываем также сделать. То есть мы это объединяем здесь div. Так, у нас есть, помните, есть button. Button, конечно, ребят, не очень хорошо, но у нас там просто уже button, помните, зарезервирован. Ладно, попробуем сделать с button, посмотрим сейчас. Так, мне нужен React Icons, иконочка. Хотя, что React? Ладно, раз мы делаем button, пусть будет search просто. Search вот так. Хорошо. Так, он клик будет происходить, он клик. Так, стоп. Будет вызываться функция, называется handle search. Хорошо. Все, поиск мы базово сообразили. Теперь, если мы посмотрим консоль лог, самая базовая проверка. Ладно, давайте alert сделаем, чтобы не заходить в консольку. Будет передаваться search term. Ввели запрос кто-нибудь, допустим, beef. Вот, beef вывелся. Отлично. Все, у нас все в принципе готово. Как нам сюда теперь это все дело прокинуть? Значит, смотрите. Нам нужно, собственно, здесь опять открыть опшены, да, и посмотреть, что у нас есть. Есть skip, есть refetch и так далее. Но сюда не передается никакой аргумент непосредственно, сюда не передается. Давайте его передадим. Смотрите, ребят, так мы используем с вами замечательный RTK Query. Здесь немножко все сложнее. Вот, чтобы сделать то, что я описал, здесь немножко сложнее. Мы могли бы это сделать через debounce, да, условно, то есть сделать небольшую задержку, когда у нас меняется состояние, у нас будет обновляться нижняя часть. Вот, но если я хочу сделать по кнопке, здесь немножко сложнее. Нам нужно еще одно состояние создать, которое будет отвечать за кнопку непосредственно. Const is search. Вот, set is search. Иначе он работать не будет. Use state. Вот, по дефолту false. Значит, теперь оно будет срабатывать. Смотрите, как нам нужно сделать. Подождите, а если мы передадим пустое значение, оно будет работать или нет? Если мы прокинем пустое значение, то есть Q будет пусто. Да, оно будет работать. Окей, тогда мы делаем по-другому. Хорошо, тогда сделаем по-другому, ребят. Тогда мы сюда прокидываем по-любому search term. Теперь идем сюда, чтобы это все дело адаптировать немного. Вот, будет приниматься сюда у нас в итоге search term, то есть это будет стринга. Вот здесь она будет search term. Здесь мы непосредственно ее должны принять, то есть сортировка идет полноценно, да, и дальше вот тут мы принимаем, то есть у нас будет Q равно search term. Вот, здесь, смотрите, по поводу тайпа. Сейчас мы обновляем полностью все ресайпы по факту, да, но я бы обновлял не все ресайпы, а с конкретным айдишником. А айдишник будет являться наш search term непосредственно, search, который мы должны здесь получить. Так, здесь, по-моему, идет result, потом идет error, и потом идет сам айдишник, да. У нас будет называться search term. Вот, и мы непосредственно его сюда прокидываем. Вот так, по идее.
Чтобы он записался именно все серчи с конкретным результатом, по конкретному поиску. Так, сейчас ничего не работает, да, у нас? Сохраним здесь. Окей. Так, теперь мы здесь точно меняем set из search на true. На true. Меняем на true, да? Смотрите, а можем взять по-другому, можем на самом деле обойти. Мы можем еще иначе, ребят, сделать. Смотрите, будет состояние для этого, а будет также состояние для именно, то есть это условно для поля, да, а это состояние для запроса самого, да, то есть это query term. Я вот так вот сделаю, query term. Здесь, видите, приходится махинации сделать на самом деле, потому что это RTK query, он сырой, ребят, он реально сырой, и приходится сделать махинации, ну, как по-другому никак. Вот, и то есть мы только при нажатии на кнопку, мы только передаем сюда search term, вот так, да. И тогда мы query term передаем сюда. Обновляемся. Теперь, допустим, мы пишем здесь beef, search, видите, нашелся beef. Пишем, допустим, обновляемся, видите, все также нашлось, отлично. И, к примеру, там ищем там Apple, search, вот видите, Apple. Вот такой у нас поиск получился. Причем все моментально быстро работает. Данные закэшированные, которые они также грузятся еще быстрее, чем обычно. Допустим, смотрите, Apple грузим вот так вот. Ладно, давайте не Apple, допустим, Black я напишу. То есть подольше, да, немного. А при этом, если мы делаем просто Apple, то оно делается гораздо быстрее, хотя на самом деле не особо разница чувствуется. Вот такая штука, ребят. Все. По поводу это понятно, да, вот такую штуку мы решили реализовать, вот такая фильтрация. Еще раз, что мы сделали? Два состояния, потому что если мы сделаем одно, нам недостаточно будет. Нам нужно одного, чтобы было чисто для поля, внутреннее состояние, которое мы никуда не отправляем. А второе состояние, которое можем применять уже в самом query запросе, да, потому что, ну, если мы сразу будем передавать то, что пишем, у нас будут бесконечные запросы идти, ну, как бы это бред получается. Вот, поэтому такого быть не должно. И дальше мы вот здесь прокидываем search term. Кстати, здесь тоже можно params, по-моему, сделать, да, я тогда, мне кажется, зря нагнал. По-моему, здесь можно params сделать. Где-то по-другому, по-моему, через query. Если мы это сделаем вот так, наверное, можно будет URL прокинуть. Короче, посмотрите ролик Rutube 2.0 на YouTube, который я делал. Там, по-моему, это делали. Прокидываем так, и вот конкретный search term записываем сюда с айдишником. Окей. Смотри, давайте постепенно заканчивать ролик, расскажу немножко теоретических знаний под конец, и будем завершаться. Смотрите, ребят, во-первых, формат, надеюсь, вам понравился. Вот этот полных курсов, мне кажется, это прям взрыв YouTube был. Никто не ожидал, потому что, ну, мне кажется, просто мало кто ожидал, что я могу делать такие же крутые курсы, да, потому что все меня знают за практику, но никто не знает меня за теорию. И ребята попросили, я сделал, да, и многим, мне кажется, нравится. Ролики заходят по 20 тысяч просмотров по той причине, что просто люди чувствуют какую-то энергетику, да, то есть я человек, который могу как-то заряжать, мотивировать и так далее, то есть и как будто друг сидел и рассказал вам практику, вот реально, какую-то теорию, точнее, рассказал. То есть мне кажется, этот формат гораздо интереснее, нежели тупо сидеть там с нудным голосом, рассказывать. Ребят, смотрите, у нас есть get recipes, мы делаем build query, дальше мы делаем iRecipe, дальше делаем query search, указываем здесь params и search term, после этого мы делаем provide stack, прокидываем теги, делаем result, error и search term в аргументах. Далее мы возвращаем сюда массив, в котором есть объекты, type и ID-шник. Отлично, ребят. Дальше мы перейдем к следующему моменту. Мы с вами идем app.tsx, мы с вами идем сюда и посмотрим, что мы имеем здесь. Мы имеем header, это наш замечательный компонент, который служит для нашей шапки. Есть create recipe, который служит для того, чтобы создать рецепт новый. И есть также у нас непосредственно дальше идет каталог наших рецептов. После этого у нас идет поле для поиска, у нас идет также загрузка, у нас идет сами наши рецепты и found в случае того, если данные не будут подгружены. Вот, ребят, ну вы сами видите, да, насколько это медленно получается. Я не люблю таких людей, честно. Я сам не люблю смотреть такие курсы, мне не нравится. Поэтому, не знаю, может когда-нибудь я замедлюсь, но я пока, не знаю. Такой у меня, короче, темп жизни, я привык говорить быстро, мне это по кайфу. Короче, скачать полностью все исходники. Это и база данных, вот, которую я показал, как развернуть. Это и TypeScript версия, и JavaScript версия. Сможете по ссылке в описании на нашем сайте по подписке. Далее, касаемо, что делать дальше. Дальше все очень просто, ребят. Переходите и практикуйтесь. Вот вы прошли этот курс небольшой. Идите, пишите свое первое приложение на редакции. Можете сами писать, можете посмотреть на YouTube ролик Rutube 2.0. Можете на сайте купить интенсивы, да, по общей подписке за 2000 рублей. Покупайте, это будет идеальное продолжение. Интенсив для продвинутых. В любом случае, практикуйтесь. Без практики никуда. И что последний раз хотел сказать вам, отметить, то, что на нашем сайте за 2000 рублей можете купить невероятный, огромный список интенсивов. То есть вы покупаете подписку, доступ сразу ко всем 6 интенсивам разного уровня. И исходники получаете, поддержку, все это там есть, наслаждайтесь и так далее. На этом все, ребят, с вами был Макс. Набираем 1500 лайков, и я снимаю полный курс по React Query, либо по TypeScript, не знаю, ребят, все зависит от ваших комментариев будет, пишите в комментах. На этом все, с вами был Макс, ребят. Всем пока.